Кету в Накшатре Ашвини и прошлая жизнь. Первая Накшатра Ашвини расположена в знаке Овен. Планетарный владыка Кету, главенствующее божество Ашвини Кумары, небесные целители. Символ Накшатры – голова лошади. Главенствующее божество Ашвини Кумары – сыновья Сури, солнца, братья-близнецы, небесные целители, движущиеся по небу на колеснице, неся с собой чудесные исцеления и пробуждение. Они известны как чудотворцы – могут сделать слепого зрячим, глухого слышащим, старику вернуть молодость, исцелить умирающего. Они путешествуют по вселенной по своему желанию. Ашвини Кумары подарили Чьявани Риши красоту и молодость. В ответ на их благосклонность он помог снять наложенный на них запрет на обладание эликсиром бессмертия, который был из-за того, что они были рождены на земле как смертные, но обладали божественным происхождением. Кумар – это имя используется для обозначения принца. Символ голова лошади – это информация о ДНК ведущего к генетическому древу Брахмы, их старшему из 7 мудрецов. Родословная и наследственная линия передачи идет от великого Брахмы и Риши Маричи, который является дедушкой Ашвини Кумаров. Они символизируют о создании и начале чего-то нового и о том моменте, когда оживает человеческая цивилизация. Животная лошадь ассоциируется со свободой, независимостью и быстрым движением по жизни к определенной цели. Лошадь обладает отличным равновесием, быстротой, способностью убегать от опасности, спать стоя. Лошадь – чрезвычайно мощное животное, которое может убить человека одним ударом задних ног. Не зря при описании мощности автомобиля используется понятие «лошадиная сила». Только королевским и влиятельным семьям был предоставлен доступ к лошадям. Это дорогое удовольствие – содержать конюшню. Элита имела преимущество быстро перемещаться и своевременно получать необходимые послания. Люди, рожденные в Накшатре Ашвини, это те, кто родились рано. Они хотели и спешили вступить в этот мир, так как их рождение связано с определенной миссией и целью в этом воплощении. Они быстро приходят в этот мир и также быстро покидают его. С Ашвини связан день рождения Рамы, аватара Вишну. Также совершается грандиозное событие, особенное полнолуние, когда Кришну играет со своей возлюбленной Радхой, Шива страстно танцует со своей Парвати, полнолуние, которое наполнено первозданной энергией объединения дуальностей, дополняющих противоположностей, энергия Шивы и Шакти, мужчины и женщины, дня и ночи, солнца и луны, рождения и смерти. Происходит рождение богини Лакшми, и нектар лунного дождя наполняется эликсиром бессмертия. Проводится пуджа Лакшми. Белые и красные цвета ассоциируются с этой накшатрой. Число 7 символично, а луна носит важный ритуальный характер в использовании естественных биоритмов Земли. Человек в прошлой жизни заканчивал дела очень быстро. Отлично предотвращал опасность как физическую, так и психологическую. Половое созревание или менструальный цикл произошли в очень раннем возрасте. Человек мог найти любое место, чтобы вздремнуть, так как сон для него был для получения энергии, а не для удовольствия. Главной целью человека была проснуться как можно раньше, чтобы начать бежать в гонке жизни. У человека была слабая ключица, но имел очень сильные мышцы, был выносливым и мог работать гораздо дольше и быстрее, чем другие. У человека были сильные ноги, любил быструю езду на своем скакуне или на гоночном автомобиле. Его послания быстро доходили до адресатов. Человек был красивым, имел стройное тело и моложавый вид. У него был длинный нос, большие глаза и длинная шея, имел красивые длинные волосы. Человек был чрезвычайно независим, свободен и дик. Хотел приключений, ненавидел установление рамок и порядка. Он просто хотел быть самим собой. Всегда делал то, что хотел. Любил лучшую одежду, лучшие украшения, лучшую обувь, лучших лошадей. Был превосходным фехтовальщиком и мог увернуться даже от капли дождя. Прекрасным наездником, любил лошадей, коров и слонов. У него был дар целительства, мог быстро путешествовать по своим энергетическим каналам, быстро избавлялся от болезней и недугов. Был чувствителен к энергиям ясновидения, обладая способностью видеть то, чего не слышно другим, слышать то, что не видно другим. Он видел тонкий план и имел высшие знания.
Человек путешествовал в дальние земли и встречался с незнакомыми людьми. Мог иметь супругу другой культуры из дальних стран. Ему нравились такие страны, как Аравия, где ценили лошадей. Он любил солнечную погоду, и лучшее время для него было с 11 до часа дня. Он видел в своей жизни слияние океана с небом. Ему открылись Гималаи. Он любил проводить время на вершинах гор. Человек был принцем или вел себя как принц. Он искал свою принцессу, любил, когда его любили, хвалили и присматривался к трону короля. Не любил оскорблений, насмешек, и если кто-то сомневался в нем, и он был в тот момент достаточно разозлен, то мог обезглавить человека. Никто не смел подшучивать над ним, но сам был шутником и подшучивал над другими. Человек мог иметь брата, сестру, близнеца, у него могли родиться близнецы, иметь близнецовую личность или близкого друга, с которым он был одним целым. Человек попадал в критические ситуации, чтобы помочь другим. У него была быстрая реакция, он был первым во всем, обладая природой чудотворца и спасителя. Отец человека был его братом или сестрой в прошлой жизни. Кто-то из членов семьи находился на военной службе. Родители человека имели непростые отношения. Когда один из них уходил от другого, либо была разлука на некоторое время из-за гнева отца. Человек какое-то время находился под угрозой от какого-то лидера, но со временем сам мог войти на высший управленческий уровень, так как заслуживал это по праву, был частью определенных групп или тайного общества и обладал влиянием. По родословной, которая передается по крови, получил благословение и поддержку. У человека была естественная близость, прямая связь с его прародителем, божеством. И это определенные ситхи, когда человек обладал теми же способностями и добился того же, что его предок, в конечном счете становясь бессмертным, оставляя о себе память поколениям. Люди с Накшатрой Ашвини имеют тенденцию централизовывать свою энергию и двигать большой силой в любом направлении. Чистая энергия с лошадиной силой. Поэтому у них есть цель добиться чего-то в этом мире. Время провождения вокруг лошадей может быть чрезвычайно целебным для них. Также звуки и свет будут действовать как лечебная терапия. Ашвини– это вибрационные звуковые частоты. Им нравятся острые специи, мед, медовуха. Благоприятным средством считается встречать рассвет. В их жизни происходит много чудес, если есть благословение Кумар. Профессии. Политические и государственные лидеры, дипломаты, главнокомандующие, профессиональные спортсмены, танцоры, целители, хирурги, врачи, травники, астрологи, знатоки-вед, искусственные стартаперы и управленцы, пчеловоды, коневоды, спасатели. 4 пады Ашвини. Овен. Человеку необходимо понимать себя и укреплять уверенность в себе. Человек не может выжить без отношений, поэтому какие отношения у вас в жизни не складываются, не теряйте свою личность из-за этого. Телец. Человек может оторваться от семьи и денег в этой жизни, но он должен научиться стать немножечко практичным и понимающим. Человеку не нужно видеть, что есть у других, надо просто ценить то, что есть у него. Близнецы. В этой жизни придет зрелость. Человек будет очень хорош в общении, его слова будут нести мудрость. Рак. Необходимо отпустить негативные эмоции, негативное мышление и дарить эмоциональную любовь людям, стать практичными в жизни и сосредоточиться на работе. Мама может играть важную роль в этой жизни. Кету в Накшатре Бхарани и прошлая жизнь. Вторая Накшатра Бхарани расположена в знаке Овен. Планетарный владыка – Венера. Главенствующее божество – Ямарадж, бог смерти. Символы Накшатры – Йони, лодка, слон. Символ Йони – это знак предначертанного рождения, когда сексуальное выражение достигает своего максимума. Йони – это врата рождения, а не просто физическая интимная часть женщины. Здесь половой акт с человеком подобен якорю для противоположного пола. Он чувствует себя удовлетворенным и привязанным к символической лодке. Другой символизм – лодка, которая переносит человека в царство предков на другом берегу. Животное слон. Слоны – семейные животные. У них есть партнеры, дети, бабушки и дедушки, тети, дяди и так далее. Когда один из них умирает, все они приходят на кладбище, потому что слоны на самом деле знают, как копать землю, чтобы похоронить свою умершую семью.
Это в значительной степени животное с человеческим сердцем. Слоны очень хорошо осведомлены о рождении и смерти. Они скорбят по мертвым и возвращаются к местам захоронения. Они признают смерть. У них есть ритуал смерти и рождения. Слоны ничего не забывают. Они медленно ходят на носочках, но от их громоздкого размера сотрясается земля. Слоны также известны своими красивыми бивнями. Главенствующее божество – Ямарадж, бог смерти, правосудия, справедливости и дхармы, царь закона, великий судья. Он сын Сурии, солнца, и считается первым смертным, который взял на себя функцию проводника душ в загробный мир. Ямарадж – главный управитель тяжелой трансформации, которая происходит в жизни каждого человека, всех живых существ, когда приходит смерть. Ритуал смерти является одним из самых важных ритуалов, которые тело человека может испытать, находясь на этой планете. В прошлой жизни человек мог воспользоваться 3 благословениями от судьбы. 3 желания могли исполниться в его жизни. В прошлой жизни человек чрезмерно заботился о своей семье и детях, но в то же время, спустя много лет, мог напомнить даже близким членам семьи или друзьям, что, по его мнению, ему сделали что-то плохое, и давал понять, что он ничего не забывает. Могли возникнуть проблемы с братьями или сестрами на почве дхармы. Человек трудно ладил с матерью, особенно если это была мачеха, а также бунтовал против своего отца за то, что он не видел, что с ним происходит. Человек с раннего детства не смотрел на своего отца лицом к лицу. Он всегда либо смотрел куда-то в сторону, либо закрывал глаза. Мог жить вдали от биологической матери или отца. У человека были очень мрачные глаза, или глаза с тенью темноты вокруг них. Были проблемы с кожей ноги. Имел ту или иную форму травмы ноги в течение своей жизни. У него были длинные зубы или некоторые проблемы с зубами. У человека были проблемы с тайм-менеджментом, хронические опоздания. На мероприятие он обычно приходил последним. На пути всегда задерживали какие-то препятствия, какая-то незначительная или серьезная проблема, которая возникала в последнюю минуту. Были задержки выполнения заданий или с выходом на работу и самой работой. Он не успевал выполнять свои обязанности или ненадлежаще их исполнял из-за большого объема. У него было много скрытых тайн, но он в какой-то момент получил очень хорошего помощника, который помог выйти из этой кармы. Тогда произошла некая трансформация в его жизни, переход из одного мира в другой, с одного уровня на другой. Был сдержанным в ранние периоды жизни, но после достижения сексуальной зрелости человек расцветал. У женщины могли быть некоторые проблемы с маткой, менструацией, много беременностей, включая незапланированных, абортов, выкидышей. Женщина могла вести борьбу за права и контроль над своим телом, которая проявилась в нежелании рожать детей. Могла произойти смерть при родах. Человек мог также страдать венерическими заболеваниями. Могла быть карма от беременной женщины, которую оставил или не поддержал в ее положении. Человек начинал реализовываться через рождение ребенка. В момент появления ребенка, так как человек генетически продолжал род предков, то Раху значительно улучшался и приносил в жизни материальные блага. С каждым новым рождением ребенка деньги у человека увеличивались. Но со смертью старейшины или старшего члена в семье Раху, наоборот, портился, и необходимо было совершить определенные ритуалы и год ничего не праздновать, так как могли начаться проблемы с долгами. Его тянуло к смерти. Он любил знать, что находится по ту сторону. Мог даже пройти через околосмертные и внетелесные переживания. Его могли привлекать патологии, работа гробовщика или гинекология. Мог изучать египетскую мумификацию, египетскую культуру и историю, интересовать Мачу-Пикчу в Перу. Человек мог быть шаманом или иметь друзьях-шаманов, которые соединялись с мертвыми душами и работали в мире смерти. У него была также возможность очищать карму с помощью медитации и книги мертвых. Мог использовать ритуалы, где покрывают тело прахом умерших, и могли нравиться изображения черепов. Если посещал королевские гробницы, захоронения прошлых цивилизаций, то получал благословение. Человек жил в плодородных землях, около рек, но также рядом с его домом могло находиться кладбище. В его доме могло случиться наводнение. В его семье произошла ранняя смерть. Животные часто вокруг него могли умирать, или он встречал мертвых на своем пути. Человек часто посещал похоронные места и был свидетелем многих похоронных процессий, где царила грусть и депрессия. Для улучшения кармы мог жертвовать и помогать людям, брав на себя финансирование данных ритуалов. Был укушен собакой, но это было для него благословением. Для долголетия мог проводить жертвоприношения,
где атрибутом были петухи, которые живут в двух мирах. Человек в жизни получил очень важный совет, но он не смог его услышать и не усвоил. Был склонен судить людей по кланам, по значимости семей. У него были свои ценности, только ради которых он мог пойти на компромисс. Он следовал своим правилам и законам, своему кодексу этики, своему культу Бога или правительства. Мог быть судьей или адвокатом, либо борцом за справедливость. Человек обладал определенной властью. Если он чувствовал, что его авторитет ставился под сомнение, то он не слушал и не хотел слышать другую точку зрения. Ямарадж ведет человека на астральном плане, где душа переживает определенные результаты своих поступков, совершенных в жизнях. После в загробном мире готовит душу к дальнейшему воплощению, к новой реинкарнации. Яма переводится как «связывающий», и этот термин связан также с различными практиками, такими, например, как контроль дыхания, контроль режима дня, контроль питания и тому подобное. Человек может контролировать свое тело и выполнять определенные аскезы в своей жизни. Поскольку Бхарани является накшатрой предков, из-за природы души, извлеченной ямой и перенесенной в Питру-локу, эти люди ведут себя как яма, не боятся запекшей крови, мертвецов и гниющей плоти. Они были бы отличными патологоанатами, но, с другой стороны, могут стать жертвами преступного мира, мира криминала, убийств и вымогательств. Шани, старший брат Ямараджа, замедляет события и сдерживает их, но с годами человек становится как дорогое вино. Ритуалы у рек, посещение, например, священной реки Ганги, могут улучшить Сатурн. Также поклонение Хануману и поддержание жизненной праны. Пока Хануман, отвечающий за прану, рядом с человеком, яма не может прийти за ним. Человек не должен иметь в доме сломанные или неправильно показывающие время часы. Это показатель того, что время вышло, и смерть может прийти. Поэтому необходимо срочно их исправить. Яма приносит конец и регенерацию возрождения. Он поручает Читрагупте записать карму и передать книгу для Шани, чтобы он взял оттуда карму человека на земле. Смерть неизбежна. Поэтому у человека есть фундаментальная потребность в понимании во времени, что такое жизнь и что такое жизнь после смерти. Это та мистика, которую человек хочет познать. Бхарани – это также инь и янь, соединение Венеры и Марса. Здесь происходит взаимодействие полярности и противоположности, союз мужчины и женщины. Бхарани следует традициям и законам, связанным с человеком. Сатурн ослабевает Бхарани 1 мая, когда празднует День труда и отмечает Вальпургиеву ночь. Важные числа для человека – 4, 16 и 18. Число 4 – это 4-й дом его гороскопа, где человек начинает свою жизнь в утробе матери, которая является его пуповиной. Число 18 связано с периодом Раху в жизни человека, а 16 с периодом Юпитера. Критический возраст может быть в 16-18 лет. Лучшим средством для этой накшатры является почитание своих предков, приготовление пищи для них и подношение от их имени храму, мечети или церкви. Другое средство заключается в том, чтобы постоянно держать свои зубы в отличной форме и своевременно посещать стоматолога. В доме можно расположить статую слона, где хобот слона поднят вверх с полными бивнями. Профессии, работа с детьми, в сферах, связанных со смертью, сексуальностью, с общественным питанием, могут быть связаны с оккультной сферой или быть облеченные властью и занимающие высокие должности, такие как судьи и министры. 4 пады Бхарани. Лев. Человек не будет эгоистичным, но станет очень практичным. Необходимо научиться слушать свое сердце и не игнорировать свой внутренний голос души. Дева. Человек будет стремиться к совершенству в этой жизни. Весы. Человек может захотеть уйти в сторону изоляции. Необходимо осознать свою истинную ценность, свое истинное «я». Скорпион. У человека будет хороший интеллект и понимание, когда необходимо промолчать, а когда нужно говорить. Кету в накшатре Критики и прошлая жизнь. 3-я накшатра Критика расположена в знаках Овен и Телец. Планетарный владыка – Солнце. Главенствующее божество – Агни, бог огня. Символы накшатры – бритва, топор, клинок, нож. Все, что разрезает. Накшатра расположена в созвездии Плеяд, и мифологически эти Плеяды рассматриваются как жены великих мудрецов. Так как в этой накшатре главенствующее божество Агни, то возможна трансформация 2 путями.
огонь очищения и огонь разрушения. Когда человек проводит ритуалы и призывает предков или богов, которые могут прийти и очистить его грехи и плохую энергию в доме. Другой огонь – это огонь, который не имеет контроля. Он может пройти путь от маленькой спички до сжигания целого леса. Оба выполняют работу по очистке и очищению, но один из них вызывается, а другой выходит из-под контроля. Огонь – это та стихия, которая очищает воздух, убивает все бактерии и вирусы. Элемент огня также должен возвысить душу до более высокого измерения, потому что огонь – это единственный элемент, который никогда не смотрит вниз, независимо от того, в какую сторону вы поворачиваете горячее полено. Он всегда будет гореть вверх. Человек удерживает внимание на одной единственной цели жизни – идти вверх. Человек-критика – искатель истины, потому что он хочет пробиться сквозь все и добраться до сути. По природе может быть резким, язвительным, прямолинейным, правдивым и проницательным. Символом этой накшатры является нож, который можно разрезать как правду, так и развязать войну. Человек не только способен очищать собственное сознание, но и помогать другим людям избавиться от того, что мешает им прогрессировать духовно. В прошлой жизни человек относился к касте брахманов, которая символизирует духовность, образованность, знание. Несмотря на то, что эта накшатра также воинов, кшатриев, человек не мог сражаться за то, что неправильно или нечестиво. Человек сражался за благое дело только после того, как обретал все знания об обстоятельствах, связанных с их битвой. Человек был представителем высшего звена и мог занимать самые высокие посты в династии фараонов, королей, президентов, священнослужителей. Символом накшатры также является павлин, который обладает исключительной красотой. Человек был экстраординарно удивительной красоты, очень редкой, как драгоценный камень. Все, что представлено этой накшатрой, очень красиво и драгоценно. Это как красивая роза, у которой есть шипы. Поэтому это показывает, что в жизни человеку было необходимо получить самое прекрасное или достичь успеха в жизни. И он боролся, прошел взлеты и падения. Если раньше, чтобы стать королем или получить что-то, необходимо было сражаться, приходилось вести войну, и человек должен был побеждать. Чтобы получить лучшее, надо противостоять препятствиям и усердно работать. Ничего не дается легко. В этой жизни кету проявляется в том, что прошлое человека в этой жизни не волнует. Он не зацикливается на тех вещах, которые были в прошлой жизни, на статусе, величии, достижениях, победах. Это не сможет его сделать счастливым. Он не привязан в этой жизни ни к чему, кроме духовности. Критика в Овне показывает, что в прошлой жизни человек был прямолинейным, хотел достичь чего-то великого и, возможно, погиб из-за острого предмета. Кто-то убил его в сражении или при других обстоятельствах. Человек был королем или членом знатной семьи. Человек мог мечтать построить храм, собор, но не смог завершить строительство в связи с тем, что погиб. Какая-то мечта, цель, которая не смогла быть полностью достигнута в той жизни, которую человек может осуществлять в этой жизни. Человек был очень заботливым, эмоциональным и любящим, но никогда этого не показывал. Вел себя, как будто ему все равно, скрывал свои эмоции под жесткой оболочкой. Человек думал, что другие люди могут злоупотреблять его чувствами и положением. Так как кету соединяется с Солнцем, у человека не будет большого эго. Человек захочет сделать что-то бескорыстно для общества или будет бороться за людей, особенно когда критика расположена в знаке Тельца. Это может быть как исправление какой-то ошибки из прошлой жизни. Человек не способен терпеть несправедливость или несовершенство, которое произошло в прошлой жизни. Человек был очень креативным, романтичным, в отношениях прямолинейным и очень сильно был вовлечен в семейные дела. Что-то произошло, или любовь человека не была взаимной, или материальные желания не были исполнены. И в этой жизни человек ограничивает свое творчество, у него не хватает уверенности. Человек на самом деле хочет бороться против несовершенства, несправедливости по отношению к нему. Но он не знает, как это сделать, потому что кету безголовый, у кету нет головы. У кету нет направления. Здесь нужна поддержка других планет. Если кету получает поддержку других планет, у человека будет направление, что он поймет, что он должен сделать и как. Если нет поддержки, то человек легко попадается влиянию других людей, и тогда не сможет сосредоточиться на цели, которую хочет достичь. И что угодно сможет легко отвлечь от его цели. Человек проходит через духовное пробуждение с этим расположением, потому что критика управляется огнем, поэтому очищение происходит в этой накшатре. В прошлой жизни человек очень хорошо готовил и мог быть превосходным поваром. Возможно, человек взял в свое управление очень много семейных обязанностей, и у него совсем не было времени на себя, или наоборот, был эгоистичным, прямолинейным, обижал других. Поэтому в этой жизни тогда должен стать более скромным, мягким и осторожным.
Честность – это хорошо, но когда человек становится очень критичным, когда говорит всю правду, то это причиняет кому-то боль, задевает эмоции другого человека. Поэтому необходимо держать баланс. Кету также острый, может отрезать как нож и находится в острой накшатре. Необходимо сосредоточиться на позитивной стороне в своей жизни. Человек очень сердечный, милый и хороший друг, помогает нуждающимся людям, но он становится врагом для плохих и нехороших людей. Человек гордый, вспыльчивый, но гнев его длится всего несколько секунд. Критика иллюстрирует скорее гнев Солнца, чем гнев Марса. В прошлой жизни была тема усыновления. Либо человек был усыновлен и воспитывался вдали от биологической матери, либо он сам был приемным родителем и покровителем чужому ребенку. Человек может уехать в чужие страны или держаться подальше от места своего рождения. У человека есть естественные управленческие качества, он прирожденный лидер. Профессии – отличные повара, так как два символа нож и огонь представлены данной накшатрой. Символист бритвы также говорит об острых или заточенных инструментах и о работе, выполняемой с их помощью. Иглотерапевты, портные, цирюльники, мясники с огнем – духовные представители, проводящие огненные церемонии и ритуалы. Работа в высших эшелонах власти, главнокомандующие, военачальники, президенты, генеральные директора, духовенство. 4 пады критики. Стрелец. В прошлой жизни человек получил огромные знания. Человек очень религиозный и духовный, и верит в Бога. Козерог. Человек очень эмоциональный, чувствительный. Необходимо стать в этой жизни позитивным. В прошлом человек мог испытывать какой-то страх, и поэтому негативные мысли могут приходить на ум, и чего-то человек может опасаться. Поэтому необходимо контролировать свои эмоции и продолжать делать хорошую карму в этой жизни. Водолей. В прошлой жизни человек был вовлечен в общественные группы, и в этой жизни человек не будет заботиться о деньгах и богатстве. Рост души очень важен для него, истинная любовь очень важна. Рыбы. Человек был очень духовным, скромным, очень приятным, боролся за правду, боролся за правоту. Человек никогда не причинял никому вреда преднамеренно, говорил правду, но всегда заботился о том, чтобы это не причиняло вреда людям. Кету в накшатре Рахини и прошлая жизнь. 4-я накшатра Рахини расположена в знаке Телец. Планетарный владыка – Луна. Главенствующее божество – Брахма, Творец Вселенной. Символы накшатры – колесница, повозка, заряженная валами. Главная звезда Рахини – Альдебаран, известная как Глаз Тельца, является одной из самых старых звезд нашей галактики. В древности мудрецы благотворили эту звезду, так как считали ее обителью Брахмы и Праджапати. Символами этой накшатры является колесница или повозка, заряженная 2 валами, и считается носителем всех плодов творения. Рахини является материалистической накшатрой, и повозка олицетворяет колесо коммерции. Символ колесница символизирует власть, уважение, честь и роскошь. На духовном уровне колесница переносит душу в материальный мир комфорта и защищает ее, пока душа готовится к встрече со своими земными обязанностями. Главенствующее божество Брахма. Брахма – творец из управляющей троицы, и его главная функция – создавать все, что угодно, что составляет процветание и изобилие. Связь Рахини с Брахмой указывает на желание слияния с Абсолютом. Планетарный владыка Луна. Беспокойство ума начинается с Рахини. Животным накшатры является кобра. Доминирующей чертой змей является способность привлекать внимание всех и каждого. Змеи, хранители сокровищ, воплощают в собой молчаливую мудрость. Со змеями связаны страхи, тревоги и восхищение. У змей самые гипнотические глаза, особенно когда они сбрасывают кожу. Змеи, как правило, игнорируют и боятся людей, и применяют яд только тогда, когда им угрожают или они голодны. Змеи также известны как агрессивные партнеры. В засушливый сезон, когда змея ищет пару, происходят змеиные оргии и драки между змеями за спаривание. Сарпы, небесные змеи, являются экспертами в сексе. Рахини считается наиболее искушенной в вопросах секса. Это также связано с тем, что бог Луна был не готов покинуть ее обитель. Эта накшатра связана также с рождением Кришны. Он известен своей сильнейшей притягательностью и способностью давать материальное выражение своим мыслям и желаниям. Он снизошел на землю и предстал в образах очаровательного и игривого бога-ребенка, веселого и беззаботного мальчика-пастушка коров, идеального возлюбленного,
божественного героя-воина Махабхараты и верховного божества. В Тара Рахине отводится роль великой плодородной богини-матери императрицы. Рахини переводится как красноватая или растущая. В древних культурах красный считали цветом изобилия и процветания, и он имел отношение к страсти и к чувственности. Рахини является первым воплощением любви, желанием обладать, страсти и экстаза. Человек в прошлой жизни очаровывал окружающих своими способностями и привлекал внимание к себе взглядом. Обладал харизмой. У него были большие выразительные глаза, толстая нижняя губа, улыбчивое лицо и изысканные черты лица. Обладал гипнотическим голосом. Был чрезвычайно дружелюбным, веселым, но если его провоцировали или бросали вызов, то он стремился пустить яду в свою речь и отомстить. Человек легко привлекал сексуальных партнеров, и это могло приводить к слишком большому количеству романов. Он был очень чувственным и способным в полной мере наслаждаться сексом, но его яд интенсивной любви мог погубить его партнера на всю жизнь. Любой человек, с которым он был хоть одну ночь, не мог потом стереть воспоминания о нем. Но однажды попал в любовный треугольник, где ему пришлось бороться за внимание своего партнера. Для него важно было соблазнить, но после завоевания и обладания он спокойно мог уйти. Ему нравилось чувствовать к себе внимание, быть собственником, владеть красотой. Ревность подпитывала его эго. Он также любил красные и розовые цвета. Его сила обольщения делала его очень элегантным и утонченным, когда дело доходило до общественной жизни. Человек был одаренным пловцом. Так как обладал естественной способностью двигаться в воде, он также прекрасно танцевал. У человека была сухая кожа. Как змея сбрасывает кожу 4-5 раз в год, так и он менял свою личность, поведение и отношения в определенный миг и становился тем, кем он хотел стать в тот момент. У него был рост в материальном плане. Было самое дорогое и лучшее. Он искал удовольствий, любил изысканные блюда и напитки, роскошные вещи и автомобили, настоящее золото и драгоценные камни. Когда он приобретал дорогую машину, то начинался рост в его жизни. Он знал, как добывать и питать себя с помощью самых скрытых ресурсов. Была зависимость к азартным играм, делал ставки и выигрывал невероятно большие выигрыши. Мог брать чужие идеи, выдавая за свои, занимаясь плагиатом. У него была способность справляться с трудными ситуациями, так как он быстро соображал. Благодаря сообразительности и мышлению являлся также отличным писателем и оратором. Человек был богат материально и обладал множеством знаний. Мог долго не вступать в брак, и рождение ребенка могло произойти в любовном треугольнике, или были затронуты темы усыновления. Консервативно относился к своему телу, жизненная сила была сильна, трепетно следил за здоровьем и дожил до глубокой старости. Лечебные средства. Автомобиль для Рахини является его самым важным активом жизни. Пока он чистый, без царапин и вмятин, в их жизни все благополучно. Янтра Луны на восточной стороне и наличие флакона розовых духов в юго-восточном направлении благоприятно для денежного потока, отношений, славы и любви. Почитание земли, природы и коров, выраженное различными способами, лучший путь к благоприятной стороне Рахини. Полезно носить одежды красных, белых, кремовых оттенков. Цель Рахини – мокша, духовная реализация, которая должна происходить в земных страстях через нахождение просветления в преданности партнеру, супругу или Богу. Транзит Сатурна по Рахини считается неблагоприятным, так как он пронзает сердце Рахини, которое связано с ростом и процветанием. Профессии. Все профессии, связанные с выращиванием, обработкой и производством еды, работники транспортных сфер, работники индустрии развлечений и красоты. 4 пады Рахини. Овен. У человека были проблемы с эго, все должно было вертеться вокруг него. Был материалистичный и легкий на подъем. В этой жизни надо научиться поддерживать баланс и вести счастливую простую жизнь, так как может не хватать любви и уверенности в себе. Телец. В прошлой жизни человек был богат, успешен и имел семью. Необходимо, увлекаясь оккультным мистицизмом, не оторваться от семьи и материальных ценностей. Близнецы.
прошлой жизни человек был непослушным, общительным, любознательным. Он вел себя по-детски. Необходимо научиться следовать мудрости, объединить интуитивные навыки и логическое мышление. Рак. В прошлой жизни произошла какая-то эмоциональная рана. В этой жизни необходимо стать немного практичнее, чтобы не слишком привязываться к чему-то, не слишком заботиться о ком-то и не быть слишком эмоциональным. Кету в Накшатре Мригашире и прошлая жизнь. Пятая Накшатра Мригашира расположена в знаках Телец и Близнецы. Планетарный владыка Марс, главенствующее божество Луна, символы Накшатры олень и сосуд Сомы, который олицетворяет небесный нектар, напиток богов. Планетарный владыка Марс – это источник, дающий энергию для поиска и действует как импульсивная планета, включая в себя все значения, обозначающие желания. Луна управляет умом, в котором поток мыслей растет как рога оленя, и отсюда название Мригашира, означающее «голова оленя». Она показывает проблемы с ядами, связанных из-за желаний, и пахтания кармы в океане жизни. Это место горловой чакры, которое может стать ядовито-синим из-за плохой кармы, и которое может быть исцелено сомой. Мригашира через Луну имеет инициацию в мантру. Олени всегда в поиске, бродят по предсказуемым тропам и любят живописную местность. Оленям присущи такие качества, как застенчивость, легкость, хрупкость, непостоянство, блуждание. Они очень хорошо чувствуют запахи, быстро бегают, пугаются, постоянно ищут пищу в лесу, убегают, как только замечают кого-то или чувствуют опасность, и обладают высокой продуктивностью. Олени рассматривают как волшебных и лунных животных во многих сказаниях. Животным Мригаширы является змея. Змея – символ кундалини, сексуальной силы и обольщения. Она обладает мудростью, гипнотическими и завораживающими качествами. Главное божество этой накшатры – Луна. Луна в своем проявлении Сомы олицетворяет основные жизненные силы на физическом, ментальном, эфирном и астральном уровне. Сома потыкает своим желанием и имеет множество любовных связей. Человек в прошлом что-то искал наслаждение, но в то же время искал и смысл жизни. Происходили внезапные взлеты и падения. После счастья и наслаждения наступала боль и печаль. И тогда происходило очищение и пробуждение души. Он избегал конфликтов, обладал материнским инстинктом, заботился о дорогих и близких людях, был эмоциональным, обидчивым, и если с близкими что-то случалось, у него наворачивались слезы. Его двойственная природа могла проявить пессимистический настрой в жизни. У человека был беспокойный ум, и он не понимал, чего он хочет на самом деле, и ему было трудно принимать решения. Человек был очень осторожным при общении, потому что опасался, что его могут обмануть. Разрыв с людьми мог привести к тому, что человек наслаждался своей собственной компанией большую часть времени и даже чувствовал себя счастливым. Он проходил через множество неудачных отношений, ища своего идеального партнера. Была кармическая связь с семьей из прошлого, с братьями и сестрами. Были проблемы в супружеской жизни из-за иллюзий, неоправданных подозрений или недоразумений. Он проявлял особую подозрительность и осторожность и был способен чувствовать опасность. Но это все негативно отражалось на его отношениях с людьми. Был азарт и острые ощущения в погоне и в поиске, но не в получении трофея, в сближении и женитьбе. Поэтому он мог потерять интерес, когда партнер говорил: «Давай, узаконим наши отношения и создадим семью». У него были красивые дети. Первый ребенок был зачат до брака или вне брака. Он медленно взрослел, но впоследствии стал очень успешным и выдающимся в жизни, так как был очень интеллектуально развитым и умным. У человека был сложный процесс воспитания детей из-за конфликта или противоречий со вторым родителем, что могло впоследствии уже в зрелом возрасте стать большой проблемой в общениях с ребенком и привести к разногласиям или недопониманиям. Мог придерживаться диеты и быть осторожным с тем, что он ел. Ему нравился определенный вкус, определенные блюда и неохотно пробовал что-то новое, занимался пивоварением и имел виноградники, наслаждался алкогольными напитками. У него были красивые брови и гипнотически завораживающие глаза, которые он мог подчеркивать, нанося тушь или подводку, или одевая красивые линзы. Был превосходным стрелком и мог работать в секретных сферах. Ему нравилось заниматься животными и проводить время на природе. Он любил путешествовать и выбирать маршруты для своих поездок.
Он прекрасно себя чувствовал в красивых местностях и старался окружить себя комфортом и красотой, разбирался в парфюмах и прекрасно ощущал ароматы. У него был определенный любимый запах. Был коллекционером, который всегда искал еще одну вещь для пополнения своих коллекций, любил ходить по магазинам и находить что-то особенное, специальные и уникальные предложения. Чувствительный, романтичный и проницательный по своей природе, поэтому мог иметь прекрасный голос, обладать писательскими и художественными талантами, был великим коммуникатором, оратором, планировщиком и стратегом, однако не всегда был интерес выполнить свой же план, если не было определенного толчка, любил проводить время в кругу своих единомышленников, был любопытным, охотился за новостями, имея исследовательский дар и превосходные поисковые способности, могли вывести его на духовный путь. Мригашира – единственная накшатра, находящаяся одинаково разделенной двумя знаками. Ей присуще сильное чувство двойственности. Она пытается разрешить конфликт между землей и воздухом, двумя изначально несовместимыми элементами. Мригашира связана с Рождеством, когда олени несутся в небе на фоне луны, время, когда все ищут подарки для близких, становятся милыми и желают всем добра. Мригашира – это Парвати, а Адра – это Шива. Они ищут своего Шиву. Одни ищут наслаждение землей или материальными ресурсами, в то время как другие ищут наслаждение информацией, чтобы достичь окончательного эликсира. Без Парвати Шива никогда не понял своей настоящей силы. Парвати становится зеркалом для Шивы, чтобы он осознал свое истинное «я». В Мригашире, когда человек находит своего партнера в жизни или свое зеркало, тогда его жизнь начинает расцветать. Лечебные средства. Иметь медную змею в восточном направлении дома – это увеличит интуицию и духовную преданность. Статуэтка оленя на восточной или южной стороне поможет ускорить мирно и элегантно темп работы в жизни. На Рождество лепить снеговик всей семьей – отличная вещь для умиротворения и улучшения Луны и обретения спокойных вибраций. Профессии. Писатели, поэты, художники, музыканты, исследователи, астрологи, преподаватели, путешественники, администраторы, торговцы, лесники, фермеры, ветеринары, гемологи. 4 пады Мригаширы. Лев. Человек очень скромный и добрый, но ограничивает себя прислушиваться к своему сердцу, так как больше слушает свой ум или других людей. Необходимо научиться слушать свою интуицию. Дева. Человек очень интеллектуален, очень умен. Необходимо научиться помогать людям бескорыстно для создания своей хорошей кармы. Весы. Человек может отстраниться от отношений, от материальных вещей, желая изоляции или быть только с одним партнером, так как не будет желания нравится находиться в толпе. Скорпион. У человека хорошая интуиция, сильные экстрасенсорные способности, а также обладание духовными знаниями. Человек будет работать на свой талант, на свои навыки, будет поддерживать баланс и управлять финансами и другими ресурсами в семье. Кету в накшатре Ардра и прошлая жизнь. 6-я накшатра Ардра расположена в знаке Близнецы. Планетарный владыка Раху, главенствующее божество. Рудра – символы накшатры, слеза, алмаз. Главная звезда – Бетельгейзе. Звезда Бетельгейзе находится в левом верхнем углу созвездия Ориона. Древние провидцы считали ее как обитель Рудры, яростной красной формой Шивы, и считалось, что она оказывает сильное влияние на нашу планету. Орион находится посередине галактических врат и рассматривается как вход в нашу галактику. Древние египтяне называли Орион Осириусом, отцом всего человечества. Управляющее божество Рудра, могущественный и таинственный. Он божество, чья сила и истинная природа таинственны даже для других богов. Рудра был создан несколькими богами, чтобы добраться до Брахмы, который преследовал свою дочь для продолжения рода. Боги хотели чего-то настолько могущественного, что могло бы свергнуть Брахму. Так проявился Рудра. Он дикий и свирепый бог. Его называют победителем и лучником. Он тот, кто убивает силы тьмы. Он устраняет зло, невежество и призывает к миру. Несмотря на свою свирепую натуру, Рудра также ассоциируется с исцелением и защитой. Он доброжелательный и сострадательный. Рудра буквально означает ревун, воющий плач.
У Рудры есть сила, называемая марутами. Это его сыновья. Только он может контролировать их весь негатив. Рудра может принести болезни, но также их и устранить, облегчить страдания и развеять страхи. Он приходит в каждую форму, когда нужно пробуждение и начало новой жизни. Рудра также известен как один из аватаров Шивы. Он бог грома, ветра, шторма и разрушения и ассоциируется с охотниками. Наги и драконы – электрические существа. Они потребляют много энергии и активны во время шторма грома. В этот момент происходят разговоры между могущественными существами, и молитвы или диалог с небесами будет в этот миг очень прямолинейным. Божественная молния очень разумна. Она может или убить человека, или сделать гением. Существует 11 могущественных форм Рудры. Цифра 11 связана с 11 параллелью северной и южной широты от нашего экватора. Это мощные центры для уничтожения тьмы, где происходит много активностей. 11 рудр – это 10 жизненных сил, 5 из которых – органы действий, другие 5 – органы восприятия и их предводитель – ум Манас. Как только эти 11 пран покидают ваше человеческое смертное тело, они заставят ваших родственников плакать. Они становятся рудрами. Ты больше не рудра. Согласно ученым из Гарвардской медицинской школы, чаще всего люди умирают около 11 утра или около 6 вечера. Символ слеза связывает Накшатру со всеми видами скорби. Слеза – это часть очистительного процесса, помогая развеять грусть и освободиться. Мудрые люди говорят, что лучше выплакаться и не подавлять много печали в себе. Всегда лучше выплеснуть все свои эмоции, и это не показывает, что вы слабы. Это естественное лекарство. При рождении важность первого крика, плача, сигнализирует о том, что новорожденный самостоятельно дышит, и началась новая отдельная жизнь. Символ алмаз. О происхождении и возрасте алмазов до сих пор нет точных научных данных. Камни выносятся на поверхность вулканической магмой. Известны метеоритные алмазы внеземного происхождения. Возраст алмазов доходит до миллиардов лет и формируется в условиях экстремально высоких температур и давлений. Адре необходимо пройти много печали, испытаний, преодолеть житейские бури, невзгоды, и только после этого они смогут извлечь сияющую и сверкающую драгоценность знаний из превратности судьбы. Чтобы стать бриллиантом, необходимо пережить трансформацию. Драгоценные камни поглощают кинетическую, духовную и мистическую энергию вокруг себя и затем передают их тем, кто их носит. Адра обладает способностью поглощать энергии и может использовать их во благо или во зло. Животным Накшатры является волчица или самка собаки. Собака может любить до такой степени, что отдаст за вас свою жизнь. Или может укусить, если кто-то зайдет на ее территорию. Она всегда хочет быть с вами и чувствует себя брошенной, когда вы ее покидаете. Волки дикие, сообразительные. Они одни из самых умных охотников в дикой природе, обладают ночным видением, отличным слухом и имеют самый сильный укус. Отличительной чертой волка является ночной вой в полнолуние или когда член стаи умирает. Ардра почитает бога Анубиса. Также ее привлекают легенды об оборотнях, вампирах и зомби. Адра имеет множество переводов, таких как зеленый, свежий и влажный. Капли росы символизируют свежесть и обновление. Суть Адры – изменение. Адра – это место, где рождается интеллект. Адра – это вход. Адра – это и выход. Адра – это конец, но также и начало. Первый большой вздох, первая слеза, первый крик связаны со свежестью, росой, зеленой травой. Потом вспышка, шторм, торнадо, буря. Все это должно закончиться. Боль, страдания, печаль должны выйти наружу. Когда ты рождаешься, ты плачешь, а все ликуют. Адра – это гроза, которая пробуждается от забытия и заставляет нас выть и выкрикивать самый важный вопрос «Почему?». Это первая накшатра, где эмоции встречаются с разумом. Адра бросает свой взор к небесам, где лежат ответы. Адра анализирует, и ей необходимо узнать причину, породившую явление. Интеллектуальность многогранна.
и всепроникающая. Энергия Накшатры сосредоточена на поиске и достижении результата. Рождение происходит для определенной миссии. В прошлой жизни у человека было большое лицо, кудрявые волосы и угрюмый вид. Взгляд был пронизывающий и обращенный вверх. Если был раздражен, то глаза заливались красным цветом. Он мог резко переходить из состояния интенсивной радости, глубокой печали или к чему-то среднему между этими состояниями в течение нескольких минут. Человек часто находился в процессе обдумывания чего-либо, что могло приводить его к отравляющим мыслям и путанице, но также и к открытию сокровищ знаний. Пребывание в постоянной трансформации было типичным для него состоянием. Он имел хорошую память и быстро реагировал на цифры и факты. Внешне был спокоен, но внутри всегда бушевали бури. Его жизнь была полна больших перемен. Был эмоциональным и заботливым человеком, готовым сделать все для близких, но прошел через эмоциональную боль, произошло какое-то событие, в котором трагически погибли члены семьи, произошла потеря всего. Человек был верный в делах, но в ответ его обманули. Это произвело огромное влияние на его жизнь, и он решил изолироваться от общества. Его мучила скрытая боль. На протяжении жизни жил прошлым и был не в состоянии забыть негативные моменты, много времени проводил в слезах. Иногда вспышки гнева захлестывали его, и он принимал импульсивные решения. В этот момент мог бросать вещи и причинить насилие. Чтобы победить свои внутренние страхи и понять, что ничего в мире ему не принадлежит, он занимался вамачарой, тантрой, относящейся к пути левой руки. В нетрадиционной эзотерике он искал ответы на свой вопрос «почему?». Также ему близки были шаманы, и много времени проводил с ними, познавая их природу и изучая их практики. Он бродил по лесам и горам со своей верной собакой в поисках ответов и исцеления не только на уровне тела, но и души. Был в Гималаях, искал Шиву, его завораживал танец тандава. Также изучал буддизм и буддийскую медицину. Он чувствовал, что он родился не в своем теле в этом мире и мог испытывать неосознанные выходы из тела. Его тянуло к другой земле, к другим сообществам, которые его ценили. Могла проявиться карма, связанная с кожей, а именно в виде скинуокера. Идентифицировал призраков, мог охотиться за привидениями или за торнадо и штормами. Он улавливал быстрые энергии. Его тянуло к кладбищам, к местам катастроф. В городе он предпочитал путешествовать железными дорогами и метро. В пищу всегда добавлял черный перец или имбирь. Любил есть чернику. Пройдя через много трансформаций, скитаний, раздумий, он обрел духовное пробуждение и получил очищение своей плохой кармы. Понял реальность вещей и смысл бытия, осознал, что когда его покидают люди, то их убирают из его жизни, чтобы мог войти Бог. Значит, счастье приходит в его жизнь. Лечебные средства. Дождь – это божественное явление и считается прямым благословением. Дождь – средство правовой защиты, и дождевая вода используется для пуджи или на вашем алтаре. В дождливые дни ваши молитвы легко удовлетворяются. Молитвы будут услышаны, так как идет прямой контакт с Богом. Полезно заниматься практиками медитации, музыкальная терапия, цветотерапия, пранаяма, поклонение Шиве и изучение танца тандава. Данный танец поможет устранить много негатива. Наличие собаки, которая будет уравновешивать хаотичную энергию. Посещение уединенных мест, где еще присутствует дикая природа, так как там есть скрытая энергия. Ношение одежды красных, зеленых и сияющих металлических оттенков, имитирующих молнию. Мантры рудры и наличие четок из рудракши. Занятия аюрведой. Для благосостояния необходимо контролировать свою речь и разум. Не клясться, так как это приведет к потере денег. 21 июня отмечается Международный день йоги, когда Солнце находится в Адре. Космический танец Шивы происходит в полнолуние в Накшатре Адра. Профессии: математики, аналитики и исследователи, ученые, глубокие мыслители и философы,
инженеры-электрики, звукотехники, работники фармацевтической, химической и ядерной промышленности, мясники и работники фастфуда, специалисты по глазам и мозгу, целители, шаманы, каскадеры, снайперы, наемные убийцы и наркодилеры, политики и манипуляторы. 4 пады-ардры, стрелец, человек занимается исследованиями, приобретает мудрость, и его звезда засияет в этой жизни. Козерог, эффективно и профессионально будет выполнять свою работу, но внутри у человека будет заниженная самооценка и будет страдать от негативного мышления. Человек бескорыстен, скромный, добрый, помогающий другим. Водолей. Человек должен больше прислушиваться к своему внутреннему голосу, а не к логике. Во второй половине жизни может почувствовать отрезанным себя от друзей, будет выполнять любой вид социального служения. Рыбы. Хороший интеллект и логика. Во второй половине жизни человек станет очень духовным и почувствует себя спокойным. Бури, все негативы и страхи закончатся и достигнет состояния счастья, мира и чистоты. Кету в Накшатре Пунарвасу и прошлая жизнь. 7-я Накшатра Пунарвасу расположена в знаках Близнецы и Рак. Планетарный владыка Юпитер, главенствующее божество. Адити, символы Накшатры, лук, колчан со стрелами. Пунарвасу состоит из 5 звезд, включая 2 главные звезды созвездия Близнецов – Кастор, Альфа и Палукс, Бета. В греческой мифологии Кастор и Палукс родились от Леды, которая была способна объединяться с материей, представленная ее смертным мужем Тиндарием, а также с духом, символизируемым Зевсом, Юпитером. Братья-близнецы после своей смерти были вознесены на небо и увековечены Зевсом, отцом богов и людей. Зодиакальный знак Близнецы наделяет аналитическим умом, но ответы человек ищет исключительно вокруг себя во внешнем мире, а в Раке он уже входит в контакт со своей душой и соединяется со своим внутренним «я». Планетарный владыка Юпитер, небесный гуру, он наставляет нас на праведный путь. Пунарвасу занимается тем, что передает знания с уровня духовного на уровень земной, а Юпитер, как истинный учитель, руководит этим процессом. Пунарвасу имеет дело с блуждающим умом, который ищет свое истинное «я». Здесь происходят духовные практики, которые воспитывают понимание себя и ведут к просветлению. Юпитер направляет нас к новому жизненному пониманию, перенося нас из духовного мира в более материальный. Создание временного дома в материальном мире является довольно непростым процессом. Пунарвасу дает человеку способность быть наставником для других, на которого можно опереться и которому можно довериться. Этот доступ к наставничеству и доверию очень важен для Пунарвасу. Главенствующее божество Адити является олицетворением женского начала и отождествляется с небесами и землей, представляя таким образом бесконечность. Адити – это свободная духом богиня, богиня прошлого и будущего, богиня жизненного цикла, 7 измерений космоса, небесного света, пронизывающая все сущее, а также сознание всех живых существ. Она дает тройное убежище. В небесах она звездная мать 12 адитьев, или богов солнца. В срединном мире она священная корова, изображенная в виде дождевого облака, вымя которого питает мир ливнями. А в земном мире она мать-земля, которая дает пищу, одежду, убежище и защиту всем своим созданиям. Символ лук устанавливает связь между стрелком и его целью, так как направление, выпущенное из лука стрелы, определяется волей стрелка. Символ колчан со стрелами олицетворяет способность человека запускать успешные проекты. Тайным символом Накшатры является бумеранг, означающий то, что вы запускаете в конечном итоге, возвращается к вам обратно. Это добро или зло, в зависимости от поступков. Секрет Пунарвасу заключается в том, чем больше вы отдаете, тем больше к вам возвращается. Матрешка также связана с данной Накшатрой, изображает концепцию Матери Земли и олицетворяет заботу и защиту. И это связано с тем, что тема в жизни представителей Пунарвасу постоянно повторяется. Когда вы открываете одну матрешку, вы получаете другую, а затем еще одну. Вместе с тем, человек может испытать околосмертные переживания, когда они умирают и возрождаются. Животное этой Накшатры – кошка.
Кошки– это символ женственности, мудрости, интуиции, реинкарнации, бесконечности и духовной чистоты, обладающие магическими способностями. В великой культуре Древнего Египта кошка была не только символом королевского статуса, но и мистики. Считалось, что кошки обладают особыми способностями и помогают привлечь удачу и благополучие. Самой известной египетской кошачьей богиней была Бастет и почиталась как богиня материнства, плодородия и домашнего хозяйства. Она охраняла домашний очаг от злых духов и болезней. Пунарвасу означает возвращение света или снова блестящий, как лучи света. Пунарвасу связано с процессом переселения души, при котором душа живет в разных телах в поисках своего истинного дома. Во время этого путешествия Пунарвасу постепенно трансформирует идеи о высших уровнях бытия и переносит их в реалии земной жизни. Еще один из переводов накшатры – это другой дом. Душа находит для себя другой дом, чтобы воплотиться через рождение на земле. Такие люди получают удовольствие от путешествий, которые могут быть или из страны в страну, или с одного уровня сознания на другое. Они ищут истину и свое «я». Прошлая жизнь. Человек заново переродился на земле, чтобы вернуть то, что он потерял в другой жизни, и обрести свой свет обратно. Вселенная его вела куда-то возвращала, и это было на самом деле возвращение домой. У него был сильный, давний враг, с которым ему необходимо было встретиться, и два близких друга, которые последовали за ним в те времена, когда творилось на земле много несправедливости. Он был высокого роста, имел овальное лицо, хорошо сформированную костную структуру, родинку на плече и проблемы со слухом. Был наделен чувством собственного достоинства, самообладанием и спокойно адаптировался в любой обстановке. У него была хорошая речь, был дружелюбным, но находил недостатки в других, так как был склонен все анализировать. Был открытым, добрым, благородным, ожидал того же от других, и если не получал взамен такое же отношение к себе, то становился агрессивным. Обладал отличной памятью, глубокими безграничными внутренними ресурсами. Он избегал серьезных неприятностей, невидимая защита оберегала его по жизни. У него была способность накапливать богатство и в то же время наполнять свою жизнь духовностью и новыми знаниями. Он был зациклен на себе и упрям, сосредоточен на своих целях. В какой-то момент отправился путешествовать. Ему не важны были условия, не был придирчив в еде. Главное, с ним в дороге были две его любимых вещи, которые напоминали об уюте его собственного дома, к которому был привязан. У него всегда была возможность вернуться обратно в любимый дом. Его брачный союз оказался судьбоносным. После встречи с любимой и созданием семьи в какой-то момент произошел обратный поворот судьбы. Изначальное богатство, статус, семья – все было утеряно. Он был вынужден покинуть свой дом и отправиться в изгнание. В жизни человека начались испытания, но он поставил целью вернуть вновь свет в свою жизнь. Снова и снова он повторял определенные действия, чтобы достичь результата. Терпел неудачу, у него не получилось с первой попытки, его сопровождали два близких друга, и их преданность и усилия помогли одержать победу над тем давним врагом и вернуть все обратно. Он восстановил все блага, изначально принадлежавшие ему, и добился успеха со второй попытки. Со временем он научился отпускать то, что исчерпало себя. У него открылся потенциал самоочищения и возвращения вновь к свету, и его душа покинула тело, тот самый любимый дом, в который она не раз любила возвращаться в этой жизни, и отправилась в путь искать новый дом в другом мире. Пространственный космический портал открылся, и наступило затишье после бури. Облака рассеялись, и стало светло и хорошо, так как снова появился свет, который представлял собой падающие солнечные лучи. Пунарвасу – это солнечный луч, который падает на Землю. Накшатра Пунарвасу, управляемая Юпитером, может показывать потерю зрения и богатства, где Солнце действует враждебно, а восстановление и возвращение зависит от Венеры. Лекарственные средства, пожертвование денег на жилье для бедных или бездомных становится одним из самых больших благословений, а также обеспечение их электричеством.
возвращения им света. Величие человека может проистекать из того, когда он жертвует последние деньги, даже не думая о том, что с ним случится завтра, с преданностью и верой, где проявляется милосердие, которое начинает процесс приумножения, восполнения и омоложения. Не забывать про принцип бумеранга. Профессии. Торговцы и строители. Профессии, связанные с путешествием, транспортом, коммуникациями, недвижимостью. Психологи и философы. Спортсмены и писатели. 4 пады Пунарвасу. Овен. В прошлой жизни человек был эгоистичным. В этой жизни необходимо поддерживать баланс, гармонию и не быть импульсивным, чтобы не остаться в одиночестве. У человека есть естественные лидерские качества и стремление добиться поставленных целей. Телец. Человеку в этой жизни важно быть осторожнее в общении, не критиковать и не использовать обидные слова в отношении других. Важно научиться делиться со своим богатством с людьми, которые в этом нуждаются, не быть слишком материалистичным и привязанным к своим сбережениям. Близнецы. Человек должен стать мудрее, повзрослеть и не вести себя по-детски, так как это может иметь неприятные последствия. Нужно быть осторожным, где и что ему говорить. Рак. Человек должен контролировать себя, не быть слишком эмоциональным, а сосредоточиться на своих целях, заботиться о матери, о родине, самоотверженно и никогда не говорить о них плохо. Кету в Накшатре Пушья и прошлая жизнь. 8-я Накшатра Пушья расположена в знаке Рак. Планетарный владыка Сатурн, главенствующее божество, Брихаспати, главный жрец и наставник богов. Символы Накшатры – коровье вымя, лотос, стрела в круге. Еще одно имя этой Накшатры – Тишья, удачливая, благоприятная, успешная. Это единственная звезда, которая никогда не исчезает с неба и ассоциируется с небесным лучником, который охраняет небесный нектар, Амриту. Эта Накшатра выглядит как острие стрелы. Символ круга означает защиту, стрела – защитника. Амрита сравнивается с божественным знанием. Символ коровья вымя указывает на материнскую природу, которая питает и обеспечивает пищей. Накшатра Пушья способна питать на всех уровнях бытия – физическом, материальном и духовном. Сатурн, планетарный владыка Пушьи, раскрывает через нее свои качества, как дисциплину, терпение, надежность, усердность, аскетизм, способность браться за дело снова, даже если претерпел изначальную неудачу. Животное коза. У коз удивительные глаза. Они видят все вокруг почти до 280 градусов. Более широкую перспективу мира по сравнению с тем, что видим мы. Обладает способностью глотать пищу, а затем приносить ее обратно, чтобы пережевывать. У коз есть генетическое заболевание, которое заключается в невозможности контролировать свои мышцы, и при попадании в паническую ситуацию козы могут упасть в обморок. Козы чрезвычайно защищают себя и своих детенышей. Человек в прошлом хотел познать мир. Он видел высший смысл всего происходящего и чувствовал, что ему не нужно привязываться или сосредотачиваться на чем-то одном. Обладал красноречием, мудростью, имел религиозные побуждения и жреческие способности. В то же время был консервативен, и у него отсутствовал творческий подход к делу. Получал пользу от вышестоящих властных персон. У человека был громкий властный голос. Внешне был немного неуклюж. Иногда не мог контролировать движения своих рук, так как его мышцы вибрировали, когда он находился в стрессовом состоянии. Со стороны казалось, что у него ДЦП. При еде он проглатывал пищу, почти не пережевывая, так как обладал сильной пищеварительной системой. Был гурманом в еде, имел интерес к кулинарии, любил носить простые вещи, копался в прошлом и рассказывал, что ему пришлось пережить. Был эмоциональным. Женщина продолжительное время продолжала вскармливать своим молоком ребенка, но при этом обладала не очень большим размером груди. Человек всегда поддерживал детей. Первый гуру изначально отверг его и не захотел передавать ему знания, но в жизни впоследствии появились нужные учителя. Что суждено ему было, он увидел, узнал и познал. Его эксплуатировали другие люди, воспринимая его услуги и заботу как должное. Но всякий раз, когда обстоятельства были против него, он пытался обвинить неудачи кого-то другого. Любил хвастаться собой и обладал долей нарциссизма и эгоцентризма. Был блестящим советником по политическим и экономическим вопросам.
понимал мотивацию соперника, чтобы выиграть своих врагов, разбирался в стратегиях и в корпоративных моделях, обладал определенной хитростью. Для безопасности мог иметь священное кольцо из женщин и был защищен этой секретной группой. Был удачливым и совершенным в своих делах, наделен мудростью и глубинными знаниями. Мог быть первосвященником, проводя яги, ритуалы и духовное обучение. Он был полностью поглощен своей работой или преподавательской деятельностью. К человеку многие люди приходили в поисках уютного убежища, ходил в паломничество, что приносило ему благословение. Человек в прошлом воздвигал стены, круг возле себя, который не позволял приступать, прикрываясь определенными традициями и установленными им правилами в собственном доме. Но во второй половине жизни ему пришлось разрушить привычные ему границы, свою защиту, оставшись ни с чем, и создавать себя заново. В супружеской жизни могли быть серьезные проблемы из-за того, что он больше был сосредоточен на карьере и преподавании, чем на семейной жизни, хотя имел очень красивую супругу. В браке также были какие-то ограничения, отсутствие свободы, консерватизм, который был невыносимым. Это могло привести к утрате супруги, к разлуке, к потере места жительства. Брак мог стать тюрьмой для обоих, или супруга была заключена на какой-то срок в каком-то заточении. Могли всплыть измены, так как пренебрегались, игнорировались супружеские обязанности. Впоследствии, осознав свои ошибки, мог простить свою жену и воспитывать пасынка. У человека возможен кармический счет с его матерью. Либо он не смог стать хорошей матерью для своих детей, и его мать была его ребенком в прошлой жизни, или мать и в той жизни была его матерью, но он оставил ее одну, чтобы осуществить свои мечты и амбиции. В преклонном возрасте человек ушел жить в лес и все оставил, или поселился близко к лесу и занялся медитацией. Одним из лучших средств для пушьи является пожертвование денег на кормление и спасение коров. Наличие цветка лотоса в доме на северной стороне улучшает их жизнь. В субботу благоприятно прийти к дереву для открытия потока знаний. Накшатра Пушья неблагоприятна для брака и проведения брачных церемоний. Профессии. Бизнес-консультанты, советники, управляющие, духовные учителя, шеф-повара, производство продуктов питания и напитков, молочная отрасль, индустрия гостеприимства, работники благотворительной организации или социальной службы. 4 пады Пушьи. Лев. Человек получил огромные знания и в этой жизни должен их использовать, чтобы помогать людям. Не нужно быть гордым и практичным, не сосредотачиваться на негативных вещах, а просто жить спокойной и счастливой жизнью. Дева. Человек хочет уйти в свою зону комфорта, может быть критичным и не хотеть иметь никаких дел в этой жизни. Для улучшения необходимо заботиться о других людях, а также кормить собак. Весы. Человек не способен формировать хорошие отношения в этой жизни. Необходимо развивать уверенность в себе. Возможно, поддержка от духовного партнера. Скорпион. Человек очень таинственный, с глубоким интересом к оккультному мистицизму и сильной интуицией. Будет очень привязан к семье и беспокоиться о сохранности своего материального имущества. Кету в накшатре Ашлеша и прошлая жизнь. 9-я накшатра Ашлеша расположена в знаке Рак, планетарный владыка Меркурий, главенствующее божество Наги, символ накшатры, свернувшийся в клубок змея. В прошлой жизни человек был очень умным, обладал логическим мышлением, мог манипулировать людьми, играть в интеллектуальные игры. Если это происходило в негативном ключе, то это закрывало его душу и сердце. Человек мог скрывать свои истинные чувства и иметь подозрительный характер. Было трудно доверять другим. Всегда хотелось знать правду или провести исследование, прежде чем довериться кому-то. Была необходимость быть эгоистичным в прошлой жизни, иначе он считал, что могут ему изменять, его предавать и обманывать. Поэтому была такая защита от всего негатива. Человек был очень таинственным и загадочным. Никогда не делился, что было у него на сердце и уме, показывая людям совершенно другую личность. Все действия были скрытые. Также проявлялась застенчивость, и из-за этого личная семейная жизнь могла не складываться. Могли быть проблемы в доме с роднёй и с матерью. Человек мог быть не очень доволен семейной жизнью или произойти ранняя разлука с родными и отстраненность с близкими. В прошлой жизни человек не получил эмоциональной любви, поддержки от своих родных или от своей матери. Мечтая об истинной материнской любви, это всегда не хватало ему, и поэтому и в этой жизни это может глубоко ранить, так как воспоминания, события прошлого могут перейти и в эту жизнь.
Возможен кармический счет с матерью и некая карма по отношению к дому, семье, родине. Воплощение в той же семье, стране, городе для завершения кармического процесса. После человек переедет или поселится уже в другом месте. Поэтому в этой жизни человек захочет получать удовольствие, реализовывать свои амбиции и цели и не захочет эмоционально привязываться ни к кому. Будет важно освободиться от цепей эмоций и сделать что-то для себя, своих амбиций и целях. Но глубоко в подсознании человек будет мечтать иметь настоящую любовь, эмоциональную заботу от людей. Чтобы его любили таким, какой он есть, искренне, заботились, вытирали слезы, баловали и понимали. Скрытая боль внутри человека, которая порождает проблемы с гневом, с доверием, страхи, сомнения. Если человек кричит, он хочет, чтобы другой понял, почему он это делает, и дал эмоциональную любовь и поддержку. Человек может плакать от одиночества. В прошлом, возможно, проявлялась скупость. Человек не любил тратить деньги и всегда хотел экономить, и был даже скрягой. Он не мог выбросить сломанные вещи, считая, вдруг пригодится. В этой жизни человек не должен хранить и не собирать ненужные вещи, так как это неблагоприятно для него. Человек стремился что-то сделать для Матери Земли, для планеты Земля. Не тратил впустую природные ресурсы и особенно берег и сохранял воду. Эта накшатра показывает, что человек очень интуитивный, может чувствовать опасность и всегда себя держать под защитой. Символ накшатры – наги, а змеи очень бдительные. Они всегда защищают своих близких от всех видов опасности. У человека есть шестое чувство, и он способен почувствовать, когда кто-то лжет или хочет обмануть, или что-то скрыто у другого в сердце. Способности видеть людей насквозь, призраков, сущностей и другие миры, и это дает возможность также увидеть темную сторону жизни. Так как у кету нет головы, это может дать недостаток в принятии правильных решений. Но кету показывает, что в этой жизни человек не должен играть в интеллектуальные игры любого рода. Эта жизнь должна пройти без лжи и обмана, так как в прошлом человек мог это совершать и поэтому получил такие результаты. В прошлой жизни был наказан за это или потерял что-то, или у человека было сожаление. Почему я это сделал? Почему солгал? Почему не доверял любимой, любимому? Так как человек изначально никому не доверял, был очень подозрительный. В момент смерти в сердце, может, было сожаление, что человек любил кого-то, но не выражал свои чувства, потому что думал, а вдруг этот человек не примет меня, и чувства не будут взаимны. Разум всегда мешал слышать сердце и душу. И это сожаление, которое человек перенес в прошлом, может перейти в эту жизнь. Ашлеша очень хитрая, хочет шутить, не хочет делать вещи простыми. Кету, если не получает здесь благотворного аспекта от Юпитера, то может дать мстительные мысли, негативные направления. Но если есть поддержка от Юпитера, то человек может развиваться в положительном ключе. Ашлеша может привести к вершинам медитации, так как связана с пробуждением кундалини. Все практики для пробуждения духовности и связи с божественным, для соединения к другим царствам, здесь кету благоприятен. Ашлеша гурман и могла сделать человека полным, так как человек хотел постоянно есть. Но кету поможет контролировать данный процесс в этой жизни, поэтому может быть строгая диета и стройная фигура. Профессии – лечебная медицина, фармацевтика, врачи и целители всех видов. Хорошо иметь дела с травами, ядами и химикатами. В прошлой жизни возможна смерть или из-за укуса змеи, или из-за яда. В этой жизни может быть страх перед ядами и змеями. Также возможно проявление лени у человека, чего следует избегать при кету в Ашлеше. 4 пады Ашлеши. В Стрельце человек получил много знаний в прошлой жизни, и в этой жизни должен использовать эти знания, чтобы передавать их людям. Человек может стать учителем, сосредоточиться на своих увлечениях, навыках и талантах, наслаждаться жизнью. В Козероге человек очень амбициозный, может усердно работать, высокий уровень интеллекта, но в этой жизни не должен становиться слишком практичным и придавать значение своим эмоциям. Должен научиться не обманывать и прощать других людей, правильно управлять своими финансами. Водолей – забота о Матери Земли. Может человек уйти в оккультный мистицизм. Необходимо научиться слушать свое сердце, а не ум. Сердце знает правильный ответ, а не ум или другие люди. В рыбах очень хорошее расположение, высокий навык интуитивных сил. Человек здесь, чтобы очистить свой кармический счет и может получить окончательную мокшу. Кету в накшатре Макха и прошлая жизнь. 10-я накшатра Макха расположена в знаке Лев. Планетарный владыка Кету, главенствующее божество Питри, предки. Символы накшатры – трон, паланкин. Главная звезда Регул в древних культурах почиталась как божественное сосредоточение силы и трон. Это ярчайшая звезда,
также известна под названиями «Маленький царь» или «Маленькое солнце», главенствующее божество Питри. Питри – праотцы человечества, которые направляют своих детей в правильное русло, но для того, чтобы они поддержали, необходимо попросить у них внутреннего совета и осуществлять им почитание. ДНК или генетический код является подарком от предков, в котором заложены здоровье, таланты и способности. Планетарный владыка Кету. В Кету находится семя созидания, и он содержит историю индивидуальной жизни, прошедшую многие воплощения. Символ Кету – это флаг, который связан с высоким положением, славой и авторитетом, и это высокое положение в настоящем заработано достойными поступками в прошлой жизни. Макха означает «великий» или «могущий». Способности Макхи связаны с кармой прошлой жизни. Символы трон – паланкин. Трон символизирует, что человек должен стать следующим поколением, которое сядет на этот трон и выполнит законный долг, который его предки хотят, чтобы он выполнил в мире. Трон показывает, что человек унаследовал гены, богатство, статус, имущество или знания от своих предков. А символика паланкина подразумевает, что значимую персону переносят другие люди. Животное Накшатры – крыса. Самцы крыс являются самыми сексуальными животными. Они размножаются с быстрой скоростью и могут даже умереть во время секса, потому что они не контролируют свое сексуальное влечение. Крысы также считаются самыми умными животными, которые способны находить выход из лабиринтов, запоминать маршруты и выполнять сложные многоэтапные задачи, и обладают особой любовью к чистоте. В прошлой жизни у человека было величественное поведение. Он был среднего роста, имел большой нос, и его верхняя часть тела была подобна льву. Был склонен к набору веса, так как любовь к еде была его проблемой. Когда он находился в сильном стрессе, еда для него была утешением. Он мог выглядеть спокойнее, чем был на самом деле. Был эмоциональным и философски настроенным. Но иногда его заносчивые манеры могли способствовать непониманию в обществе. У него была особая интуиция. Он слышал внутренний голос, который доходил от его предков. Он равнялся на своих предков и гордился чувством принадлежности к роду. Понимал, что его духовный путь связан с тем, чтобы совершать правильные поступки здесь и сейчас по отношению к своей семье. Он с рождения знал, чего хочет достичь и кем стать. Он всегда строил долгосрочные планы. Его жизнь была связана с землей предков, с недвижимостью и родовой собственностью. Он занимался бизнесом для того, чтобы прокормить свое будущее поколение. Ему необходимо было убедиться, что прививает детям хорошие качества, отправляет в престижные школы и обеспечивает лучшее будущее. Человеку нравились большие семейные посиделки, щедрая еда и домашняя обстановка. Он хотел видеть, как его дети процветают. В нем была заложена ДНК воспроизводства. Его слабостью был противоположный пол. Неистовая сексуальность служила ему как для размножения, так и для отдыха. Для него важно было расширение своего рода, и у него были большие ожидания от потомства, такие как обретение известности и славы. Ему необходимо было испытывать чувство гордости за свою семью. Для него были важны деньги, приумножение сбережений и иметь возможность в многочисленных слугах, которые обеспечивали комфортное существование его семьи. В доме имел красивое кресло, напоминающее трон, в котором любил проводить время. Он следовал традициям и семейным ритуалам, имел славу и признание за свою работу, управлял всем, но ему не хватало времени на себя. Он не мог прожить просто жизнь для себя, так как с его руководящим положением он был не свободен, чтобы взять просто отпуск. На нем была большая ответственность. Был великодушным к тем, кому меньше повезло в жизни, и соблюдал морально-этические нормы. Макха имеет статус королевской накшатры, в которой заложено понимание, что король является слугой народа. Суть Макхи – открытие собственной уникальной индивидуальности. Путь познания открывает для человека, что душа столь же царственна, как и трон. Долг Макхи – служить. Несмотря на высоту своего трона, Макха является 10-й накшатрой
и, подобно 10-му дому, связана с карма-йогой, которая позволяет исполнить долг в этой жизни. Лекарственные средства, уважительное отношение к старшим и почитание предков. Исполнение церемоний способствует получению благословения из мира предков. В одежде полезно носить королевские цвета, оттенки золотого, красный, желтый и черный. Сидение на стуле с высокой спинкой, как в кресле руководителя, будет напоминать о долге перед этим миром и предками. Наличие медной статуэтки орла на юго-западе или северо-западе поможет уверенно следовать долгосрочным целям. Профессии. Выдающиеся личности, которые облачены властью. Аристократы, короли, правители, чиновники, менеджеры, администраторы, банкиры. Хранители традиций и древних знаний. Оккультисты, генные инженеры, музееведы, антиквары. 4 пады Макхи. Овен. Для человека будут важны отношения, и он не захочет оставаться в одиночестве. Он захочет быть с кем-то, кто поможет почувствовать себя счастливым. Это начало духовного путешествия в материальный мир. Телец. Человек будет искать настоящий смысл жизни. Это может отдалить его от семьи и богатства. Он будет испытывать чувство вины за предоставленные удовольствия, поэтому необходимо научиться не чувствовать себя виноватым на материальном пути жизни. Близнецы. Человек будет стремиться получать больше знаний, и ему важно будет говорить и передавать мудрость. Может немного быть потерянным в своем мире. Он начнет задумываться о своих потребностях и на интеллектуальном уровне их принимать. Рак. У человека возникнет желание власти, авторитета, славы, и он станет очень практичным. Но в глубине души будет ждать эмоциональной любви и поддержки. Человеку нельзя позволить материализму поглотить его, так как это может отнять остроту мышления. Кету в Накшатре Пурва-Пхалгуни и прошлая жизнь. 11-я Накшатра Пурва-Пхалгуни расположена в знаке Лев, планетарный владыка Венера. Главенствующее божество Бхага – бог удачи. Символы Накшатры – передние ножки кровати, качающийся гамак, камин, шивалингам. Желание Накшатры – иметь лучшую долю среди богов. Пурва-Пхалгуни – это плоды прошлой жизни. Накшатра связана с плодами наших действий в прошлой жизни и нашими предками. Плоды наших собственных усилий и усилий наших предков видны через то, что передается по наследству, и в конечном счете через наших детей, становясь нашим будущим. У человека могут случиться блестящие события в его жизни, или наоборот, если у человека нет заслуг в прошлом и древо предков не плодоносит, то и в этой жизни тогда плоды, которые он унаследует, будут соответствующими. Символ гамак представляет матку. Находясь в гамаке, человек ощущает, что находится в чреве матери. Это спокойное, умиротворенное место, где человек отдыхает 9 месяцев. В этой накшатре человек как бы возвращается в утробу своей матери и чувствует наибольший комфорт. Символы кровати, камин – это самые уютные и романтические места в доме, ассоциирующиеся с отдыхом, сном, занятиями любовью и приятным времяпровождением. Шивалингам – это союз Шивы и Шакти, представляющий божественную производящую силу и наделяет образовавшийся союз и последующий акт творения сакральным смыслом. Бхага – бог удачи, материального блаженства, секса, похоти, романтики, любви и отдыха, бог наследства и контрактов. Животное – самка крысы. Крысы – самые умные и смышленные животные. Они способны найти выход из витиеватого лабиринта или распутать головоломку. Крысы также очень чистоплотны, но сексуальное влечение и стремление к удовольствию у них огромны. Они постоянно что-то грызут. Крысы также являются переносчиками заболеваний. В прошлой жизни человек тратил деньги вслепую или был слеп, когда дело касалось его любовных отношениях. Вокруг него могли происходить вещи, на которые он просто закрывал глаза. В прошлом с ним случились финансовые потери из-за связи с падшими женщинами. В какой-то момент травмировал глаза. Это могло быть даже просто укус комара вокруг глаза. В старости могла возникнуть куриная слепота. Любил подмигивать. В какой-то период своей жизни был обожжен каким-то предметом случайно своим отцом. У человека был внушительный, авторитетный для него отец, с которым возникали разногласия. Человек обожал тусоваться и устраивать вечеринки, иметь сексуальные союзы. Для него секс и сексуальное выражение было способом познать божественность.
и наслаждался всем, что могла предложить жизнь. Мог иметь менталитет Бога, считая себя божеством. В доме могли быть статуи льва или роскошные львиные шкуры. Любимое место в жизни человека была постель. Он мог есть в постели, предпочитал делать свои дела, расположившись в ней. С удовольствием мог вздремнуть в любое время дня. Человеку важно было хорошо выспаться, тогда его дела ладились. Около постели всегда был кувшин или стаканы с водой. Человек мог быть ленив. Постель была часто не убрана с различными посторонними вещами на ней. Прилив энергии приходился на ночное время суток. Ему нравилось есть соленую, жареную или нездоровую жирную пищу. Но также мог стать вегетарианцем или иметь проблемы с желудком, что заставило его придерживаться какой-то определенной диеты. Любил сидеть на диване около камина в расслабленном состоянии и делиться своими историями, легендами, когда собиралась вместе вся семья. Человек обладал великолепной речью и любил выступать, был наделен мудростью и хотел поделиться ею с младшим поколением. Человек имел очень много терпения к детям и имел дар прирожденного учителя. А ночью возле камина любил побыть наедине со своей любимой. Человек был очень творческим, обладал актерским искусством и прекрасно танцевал. Мог быть плодовитым писателем или интересоваться авторством и литературными произведениями. Блестяще исполнял роль свахи не только в любовных делах, но и в бизнесе. Был приглашенной дружкой на свадьбе и близким другом новобрачным. Или мог быть лучшей невестой в период помолвки. Но само бракосочетание могло долго откладываться. Возникали какие-то задержки и нестабильности в отношениях. Также у человека могло быть нежелание брать на себя супружеские обязательства. И поэтому присутствовал страх перед заключением официального брака, который мог впоследствии повлиять на его наслаждающийся образ жизни. Своего партнера или родственную душу мог встретить во время путешествия. Человек хорошо себя чувствовал во время поездок за границу. В этот период он мог заключать много союзов и торговых контрактов, находясь на курортах или в бизнес-отелях. Был успешным переговорщиком в соединении полярных противоположных миров. Он любил творить, соединять противоположности, расширяя творческие горизонты и тем самым достигая пика наслаждения. Мог вступить в партнерский брачный союз для достижения какого-то грандиозного результата. В такие контрактные отношения, как, например, продюсер и знаменитая актриса, агент и прославленный спортсмен. Но ему было необходимо быть более осторожным с энергиями союзов, будь то ментального, эмоционального, духовного или физического союза, так как мог впасть в созависимые нездоровые отношения. Человеку не нравилось работать на кого-то, поэтому он открывал свой собственный бизнес. Но в какой-то момент из-за вмешательства и действий правительства бизнес его был разрушен. Также он мог быть заинтересован тогда перейти на службу в правительство и самому возглавить какое-нибудь министерство. Тесть жениха, родственник мужа, мог подарить роскошный подарок, чрезвычайно полезный для благополучия семьи, или исполнить какое-то желание, что принесло процветание и удачу семейной паре. Человек имел дело с наследственными контрактами, через завещание или через юридические документы получил большую долю семейного наследства. Мог быть основателем известного рода или фамильной династии. В прошлом человек мог умереть от чумы или тифа, или иметь генетическое заболевание, которое могло прийти к нему через карму поколений. У человека могли быть проблемы со спиной в плане здоровья, или расположена родинка, или татуировка в данной части тела. В какой-то момент жизни мог сменить место жительства и переплыть на корабле в другую страну. Испытывал крайнюю жажду и страсть к знаниям и к пониманию ритуалов, к истории своих истоков и своих предков. Мог быть жрецом. Это накшатра рождения Брихаспати, первосвященника Бога, и связано с естественным 9-м домом Стрельца в гороскопе. 9-й дом ассоциируется с удачей, с наследием, с гуру, за границей. В древние времена гуру своим ученикам передавал мудрость времени около костра. Человек мог обладать целительными свойствами, мощной соединительной энергией для создания союза и практиковать тантру. Это союз Шивы и Шакти, соединенный в сакральном символизме тантрического треугольника. Шива и Парвати начали свою брачную церемонию в эту накшатру. Кету в Пурва-Бхалгуни может показать, что человек в прошлом мог иметь плохой опыт в отношениях, и когда он умирал, он просто чувствовал, что больше никогда не хочет иметь дело с отношениями и любовью, потому что произошли какие-то очень плохие вещи, сильно разбившие ему сердце. Поэтому он мог решить, что никогда не справится с этим,
и он не предназначен для любви. Также мог быть другой страх выступления на сцене, боясь славы и знаменитости, так как в прошлой жизни человек стал знаменитым, но потом слава сыграла против него и привело к неприятным последствиям. Поэтому человек может быть застенчивым, неуверенным и избегать известности и серьезных отношений в этой жизни. Человек от природы талантливый и творческий, поэтому необходимо просто сдаться божественному замыслу. В этой жизни для человека важно иметь кровать в хорошем состоянии, а кровать с изголовьем даст дополнительную поддержку, структуру и роскошь. Необходимо держать постель убранной, поддерживать дисциплину, не лениться, и тогда человек может добиться славы благодаря поддержке от Сатурна. Проводить ежемесячные огненные церемонии или приготовление пищи на открытом огне. Иметь камин на южной стороне в доме и статуэтку латунной крысы. Профессии, связанные с бракосочетанием и свадебными церемониями. Консультанты в области супружеских отношений, сексопатологи, тантрики, работа в индустрии туризма и отдыха, музыканты, певцы, актеры, модели, государственные служащие, руководители, дипломаты, торговцы, писатели, жрецы. 4 пады Пурва-Пхалгуни. Лев. Человек должен сосредоточиться на своей высшей особой цели – быть счастливым и наслаждаться жизнью. Дева. Человеку нужно прислушиваться к своему сердцу и не стремиться быть совершенным в любовных делах. Весы. Человек должен любить себя в первую очередь и сосредоточиться на своей карьере, своих мечтах и амбициях. Тогда проблемы в отношениях автоматически будут решаться. Скорпион. Человек не хочет слишком сильно привязываться в отношениях, быть чуть отстраненным, чтобы жизнь его не прошла впустую. Поэтому сосредоточиться на зарабатывании денег и поддержке своих ценностей. Кету в Накшатре Утра-Пхалгуни и прошлая жизнь. 12-я Накшатра Утра-Пхалгуни расположена в знаках Лев и Дева. Планетарный владыка – Солнце, главенствующее божество. Арьяман – один из 12 адити. Символ Накшатры – задние ножки кровати. Главенствующее божество Арьяман дает богатство, объединяет людей, дарует брачного партнера и сопровождает брачные пары на свадьбе. Планетарный владыка – Солнце. Накшатра связана с воздействием Солнца на материальный мир и с процессом организации материального мира. В Утра-Пхалгуни солнечное начало при помощи Меркурия принимает форму интеллекта. Утра-Пхалгуни всецело посвящена объединению души и интеллекта. Накшатра олицетворяет египетского сфинкса, являющего символом гармонизации энергии льва и девы. Символ задние ножки кровати связывают данную накшатру со второй половиной сиесты, когда человек мысленно выходит из состояния покоя и готовится к работе. Здесь уже происходит созерцание, размышление, или когда человек, лежа на диване, разговаривает, читает, пишет, почует или занимается сексом. Животным накшатры является бык. Какое бы препятствие ни стояло перед ним, он бежит вперед. Быки, как известно, чрезвычайно агрессивны и конкурентоспособны. Быкам предоставлена свобода бродить по улицам Индии, благодаря их божественной связи с Шивой и его быком Нанди. Людям с данной накшатрой могут нравиться спортивные команды, имеющие символ быка, либо им нравится посещать места или рестораны с символикой этого животного. В прошлой жизни человек родился во влиятельной и уважаемой семье. Имел хорошие физические данные, выразительные глаза, высокий рост, крупный нос, родинку на шее и красноватый цвет лица. Его температура тела всегда была чуть выше нормы. Был страстным, динамичным, независимым. Рассчитывал только на себя и был подвержен к рискованным поступкам. Занимался благотворительностью, был благочестивым и милосердным. Был магистром в искусстве, обладая художественными талантами. Имея острый интеллект и амбиции, достигал успеха, популярности и положения в обществе. Обретя признание, имя и власть, он наслаждался комфортом и чувствовал себя счастливым со своими друзьями. Был посредником в установлении прочных отношений и привязанности. С радостью становился другом жениха и помогал в организации свадебных церемоний. Был великим дипломатом, говорящим о соблюдении контрактов. Не вмешивался в любовь и в партнерство своих друзей. Но, обладая чувством собственного достоинства и лидерскими качествами, мог быть эгоистичным, упрямым, иметь склонность командовать. Был вовлечен в политику или в религию.
И так как иногда был слеп по отношению к себе, к своим привычкам, не до конца вникая в смысл происходящего, то нуждался в мудром наставнике в жизни. Он уважительно относился к людям, обладающим знаниями. Отец был выдающейся личностью, и финансовую поддержку мог получать и от отца, и от правительства. У него был красивый заметный диван в его доме, на котором он любил общаться и спать. Ему нравилась тема еды, диет. Очень трепетно относился к соли. Его еда не должна была быть пересолена, мог есть в полночь в постели. Считал важным оставить отзыв после путешествия об отеле или каком-то другом аспекте путешествия, не говоря уже о посещении ресторанов. Так проявлялась его готовность служить и информировать общество, полагая, что это будет полезно для других людей. Он исследовал и делился информацией, и в большинстве случаев это была критика с его стороны, где он разоблачал неблагоприятные детали, которые попадались ему на глаза. Был очень привлекательным для женщин. Процветание в его жизни произошло благодаря его крепкому и гармоничному браку и обеспеченной спутнице. Был благословен преданной женой, поддерживал супругу, становился наставником и вместе с супругой формировал деловые отношения, которые могли перерасти в созависимые и в склонность забывать о своих личных потребностях. После смерти супруги получил большое наследство. Ему нравились быки, был очарован корридой, матадорами и любил посещать Испанию. Его привлекало фермерское хозяйство и разведение коров. Обожал солнечную погоду и получал радость от солнечных лучей. Мог практиковать йогические практики, связанные с солнцем. Враги этого человека были тихими, мирными и подавленными, так как они признавали его величие, знание, что было неоспоримо, и со временем враги становились его друзьями. Люди, рожденные в Утрабхалгуне, самостоятельные, независимые и пытаются создать свой собственный путь в обществе. Эта накшатра может иметь жесткую и суровую энергию, но в конечном итоге эта интенсивность приносит честь, доброжелательность и результат. Утрабхалгуни – звезда покровительства и дружбы. Лечебные средства – всегда придерживаться своих обязательств, никогда не вмешиваться в брак или партнерство другого человека, не распространять слухи, не разрушать брак, не позорить этими вещами энергию союза, чтить энергию партнерства, помогать своим друзьям в организации свадебных мероприятий, так как это все подпитывающие энергии для человека, который помогает двум душам соединиться вместе. Одним из важных средств для Утрабхалгуни является пребывание на сцене или на трибуне в жизни, что поможет повысить свой статус. Также разместить статуэтку быка Нанди в юго-западном направлении в своем доме. Это поможет в бизнесе и в работе. Профессии, дипломаты, работники медиа и развлекательной индустрии, лидеры и публичные фигуры, занимающие высокое положение, брачные консультанты, священники, менеджеры, банкиры, советники в любых областях. Кету в Накшатре Хасти и прошлая жизнь. 13-я Накшатра Хаста расположена в знаке Дева. Планетарный владыка – Луна. Главенствующее божество – Савитар, одно из имен Солнца. Символы Накшатры – рука, ладонь, кулак. Хаста дарует человеку трансформирующую творческую энергию. Основной энергией является способность проявлять в нашей жизни то, что мы ищем, и передавать это в наши руки. Кету показывает навыки из прошлой жизни. В прошлой жизни человек определенно приобрел навыки ручной работы, и у него очень способные руки, золотые руки. Это Накшатра творчества и вдохновения, так как связано с солнечным божеством Савитур, Луной и Меркурием. В прошлой жизни человек был творческой личностью и что-то создавал, был перфекционистом, но где-то и эгоистичным, думая в первую очередь о себе и играя с людьми в интеллектуальные игры. Человек мог получить целительные качества от своих рук, быть поваром, художником, швеей, писателем, ювелиром, скульптором, массажистом, пианистом. Любые навыки, которые включают использование рук. Человек может быть экспертом в этих областях в зависимости от планетарного расположения. Также Кету показывает, что в прошлой жизни человек усердно работал и принес совершенство в свою жизнь. Мог сильно вдаваться в детали, быть критичным к вещам. Человек будет стремиться делать все правильно, совершенно. В этой жизни должен научиться отпускать негатив и прощать людей за их недостатки. Если кто-то говорит человеку что-то очень больное, он должен постараться не принимать это близко к сердцу.
Так как в прошлом человек обладал очень чувствительной душой, человек также держался за свои вещи, за свое творчество и не был в состоянии отпустить, отдать. В этой жизни необходимо поэтому научиться отпускать. Как не было бы трудно это сделать. Необходимо развивать свои творческие способности от сердца и души. Человек очень сильно зависит от судьбы. Ему надо понять, что написано в его судьбе произойдет. Ему надо позволить себе просто сосредоточиться на своей тяжелой работе и независимо, какие результаты получит, просто сделать это. Надо отпустить и довериться Божественному, потому что иногда очень важно предаться Богу. Хорошие результаты в руках Бога. Человеку надо научиться терпению. У человека много творческих навыков и талантов, но он может не обращать на это особого внимания. Человек иногда может потерять надежду и не способен почувствовать себя позитивно, так как Кету здесь соединяется с Луной. И если есть поражение планет, то это действительно может заставить почувствовать человека, что у него нет никаких надежд в жизни, что он ничего не сможет сделать, ничего не произойдет. Человек может тогда быть очень эмоциональным и отстраненным от всего, потому что в сфере Кету ум попадает в лунное царство. Человек также может думать, что должен отдавать свою эмоциональную любовь только тем людям, которые этого заслуживают или могут помочь ему, что надо быть осторожным с эмоциональными привязанностями, чтобы в конечном итоге не было больно. Так что человек может быть очень эмоционально отчужденным. Это также может происходить из-за прошлого опыта, и поэтому он больше не хочет иметь дело с эмоциями. В прошлой жизни человек был очень полезным, много помогал другим людям, потому что Накшатра находится в знаке Дева, но взамен получал оскорбление и боль, разбитое сердце в ответ. Поэтому в этой жизни человек сосредоточится на том, что не должен эмоционально привязываться. У человека могут быть проблемы с доверием, и он не сможет с легкостью кому-то довериться. Может быть негативное мышление, и он будет ограничивать себя в жизни из-за прошлого опыта. Человек не может простить людей или где-то думает негативно. Этот мир полон плохих людей, и в этом мире нет справедливости. Я очень хороший человек, но взамен мне только причиняют боль или обманывают. Все будет переосмысливаться перед тем, как что-то предпринять. Захочет сделать что-то свое и не зависеть ни от кого другого. Человек научился многим творческим навыкам в прошлой жизни, и он может использовать эти навыки в этой жизни, чтобы зарабатывать самостоятельно или делать что-то свое. Человек в основном любит свободу, изоляцию и не хочет предаваться хаосу мира. У человека могут быть скрытые таланты, которые он не захочет показать миру, будет держать в тайне, так как не любит хвастаться. Это положение также делает человека застенчивым. Отношения с другими людьми не будут длительными. Ему лучше работать в одиночку, чем в команде, потому что есть собственные идеи, навыки и таланты. Это полезно, когда он лучше творчески реализуется. Человек очень веселый и беззаботный, но он скрывает это из-за своей застенчивости или из-за прошлого опыта, или из-за страха. Но в то же время в прошлой жизни был очень амбициозным и хотел достичь очень многого. В этой жизни Кету может сделать человека пассивным, когда он не хочет прилагать усилия, будет стесняться и станет очень восприимчивым. Так как это знак Девы, то независимо, мужчина или женщина, будут преобладать женские качества. Это также показывает, что человек не может повысить голос, когда происходит несправедливость по отношению к нему. Он не может ничего сказать против этого. Если есть соединение или аспект Луны и Меркурия, возможно, человек манипулировал или обманывал в прошлой жизни, так что если это произойдет снова в этой жизни, это не будет благоприятно. Возможно, человека может не заботить пунктуальность. Для него это не будет иметь значения. Человек может очень сильно захотеть поселиться в чужих странах. Так как человек очень много волновался в прошлой жизни, жил в напряжении, то в этой жизни он будет стремиться к спокойствию и предаться Божественному. 4 пады хасты. Овен. Для человека важно развить уверенность в этой жизни, но также отпустить эго и достичь зрелости. В этой позиции человек не способен верить в себя, поэтому вера в себя также очень важна. Телец. Человек должен ценить то, что у него есть, и научиться делиться тем, что у него есть, с другими. И если человек привязан только к своей семье, не придает значения другим, необходимо будет это изменить. Близнецы. Это делает человека очень беззаботным внутри, но нужно научиться показывать это веселье, поведение и людям. Также Раху в Стрельце показывает, что человеку нужно обрести мудрость в этой жизни, которая очень важна для него, и не раскрывать свои секреты всем, быть осторожным. Рак. Это делает человека очень эмоциональным. Возможно, человек пострадал в прошлой жизни или отношения с матерью могли не быть хорошими. В этой жизни необходимо отпустить прошлую эмоциональную боль и стать немного практичным в жизни. Кету в Накшатре Читри и прошлая жизнь.
14-я накшатра Читра расположена в знаках Весы и Скорпион. Планетарный владыка – Марс. Главенствующее божество – Вишвакарман. Символы накшатры – жемчужина, бриллиант, сияющий драгоценный камень. Энергия Читры является способность накапливать благочестие. Вишвакарман – небесный архитектор, который спроектировал всю Вселенную. Он охватывает все своим взглядом и именуется Отцом Глаза, так как руководит внутренним видением Риши. Вишвакарман создал иллюзию Майя, которая поддерживает этот мир. Его творениями также являются многочисленные оружия, колесницы, дворцы, города и локи для божеств. Его дочь Санджа является женой Сурьи, Солнца. Узнав, что она не в силах выносить сияние своего мужа, он удалил у Сурьи 8-ю часть блеска и из фрагментов создал диск для Вишну, трезубец для Шивы, оружие для Куберы и копье для Сканды. Сыном Сурьи и Санджи является Яма, бог смерти и справедливости. Символика переливающегося всеми гранями драгоценного камня означает, что человек сияет в своей жизни как драгоценный камень, и окружающие считают его редкостью в своей области, потому что трудно найти кого-то похожего на него. Точно так же, как и получить драгоценный камень, который формируется под огромным давлением в течение миллионов лет. Другой символ, жемчуг, означает, что внутри человека скрыта жемчужина, и это определенный вид хорошей кармы, позволяющий человеку увеличивать запас заслуг и благочестия. Животным этой накшатры является тигрица. Женщина будет уделять все свое внимание своему детенышу и может становиться параноидальной по отношению к защите его от окружающей среды. Читра – это также кармический счетовод или небесный бухгалтер Господа Ямы, бога смерти, который ведет учет и записи всех душ. Также является хранителем хроник Акаши, где происходит строгий учет всего, что происходило, происходит или будет происходить во Вселенной. Кодекс закона кармы выражен через Читру, так как это знак великого замысла, закон, кармический отпечаток, который привел человека к тому, чтобы первому узнать истину и распространять закон среди человечества. Читра позволяет получить плоды своей благочестивой кармы, которые приходят человеку через благочестивые действия в прошлых жизнях. Человек также способен накапливать хорошую карму или заслуги в жизни и в данном воплощении. Слово «читра» также означает картину, будь то нарисованная или снятая с камеры. Читры являются отличными архитекторами, которые не только строят здания, но и превосходно строят чертежи любого плана или проекта. Они очень хороши в синтезе сложной проблемы в простое, но красивое решение. Читра – это одна из мистических звезд, и она обладает очень большой духовной глубиной. Поэтому внезапное озарение, внезапное воодушевление духовной практики и порыв осознать свою истинную духовную природу происходит с человеком. В прошлой жизни человек был харизматичным, выделялся из толпы своим сиянием и блистал в обществе. От него излучался магнетизм, был привлекательным, обладал шармом и склонен был носить одежды ярких сочных оттенков. Был упорядочен внешне, но внутри мог быть растрепан или разочарован. В жизни были как моменты сомнения или неуверенности, так и вспышки вдохновения и замечательного восприятия. Человек был гением по своей природе, имел способность абстрактно мыслить, понимать, размышлять и проектировать, что помогало ему создавать самые прекрасные и инновационные шедевры и произведения искусств, создавал образы в своем уме и делал проекты для последующих поколений. Его идеи опережали текущие тогда времена в социальном плане, и окружающие могли быть к этому еще не готовы. Человек мог стать заметным в оккультном мире и заниматься магией, ритуалами. Обладая оккультными дарами, мог создавать янтры и как духовный учитель мог оставить после себя тайную символику, образы будущему поколению для последующих возможных интерпретаций. Так как есть связь с майей, человек мог создавать иллюзию и магию в пространстве, свои вселенные, свои миры или быть иллюзионистом. Ему была приоткрыта завеса иллюзий. Человек мог быть осведомлен и информирован, у него был свой ящик Пандоры. Он мог хранить секреты и часто узнавал о скрытых вещах. Он был в нужное время, в нужном месте, чтобы узнать глубинную тайну. Человеку приходилось иметь дело с каким-либо оружием в своей жизни, которое помогало ему выигрывать сражения. Он также конструировал оружие для высшей власти. У человека был влиятельный противник в его жизни, так как у Вишвакармана были непростые отношения с Индрой. Судебные дела, конкуренция, странные проблемы с другими людьми, проблемы с собственными творениями, открытиями, которые потом из-за этого он мог уничтожить, но также мог пожертвовать собой ради своего творения. Удача приходила к нему в последнюю минуту. Человек связан был с законом и юридическими вопросами и говорил об истине. Человеческий закон, который он утверждал, имел общие принципы с космическим законом, когда истина является основой. Имел железный кулак осуждения, так как являлся помощником бога Ямы. Человек прошел через процесс жесткого перфекционизма, и ему необходимо было быть осторожным,
так как он мог легко затмить других людей, что вызывало много зависти. Хотя сам человек всегда хотел быть самим собой, не думая о том, что мог вызывать много ревности к его собственным творениям со стороны особ, которые его финансировали. Человек сначала говорил, а потом думал, и мог в конечном итоге разрушить свои собственные творения. У женщины в прошлом могли быть напряженные отношения с отцом, так как ему не нравился ее избранник в связи с его изменами или понимая, что дочь несчастлива в отношениях. Человек мог быть обманут своей матерью-мачехой в пользу братьев и сестер, но в итоге, если вспомнить историю о королеве царя Киралы, которая, притворяясь умирающей, дала Аяпе поручение принести молоко тигрицы для ее спасения, уверенная в том, что его тигрица загрызет, но ребенок с молоком и верхом на тигрице вернулся в королевство. Впоследствии открылось, что истинными родителями Аяпа был Шива и Махиня. Поэтому человеку, если бросали вызов, он всегда выигрывал, и выигрывал по-крупному. Человеку приходилось иногда идти на переговоры и выслушивать другую точку зрения, но он не был лучшим переговорщиком, потому что понимал механику чего-то тайного и знал, что все идет определенным путем. Из-за этого не всегда мог быть адаптированным и непринужденным. Он хорош был в дебатах, потому что владел стратегией и планированием. Человек держался особняком, ему нелегко было общаться с другими, но нравилось путешествовать и не оставался в том месте, где родился. В его доме присутствовала сакральная геометрия, его вещи были священны и расположены определенным образом согласно васту, что создавало для него определенный энергетический поток. Человек был независимым, и ему необходимо было личное пространство. Когда он переживал трудные времена в своей жизни или был в депрессии, раздражен, то именно в те моменты рождались его творческие проекты, которые становились впоследствии шедеврами. Человек мог хорошо разбираться в искусстве любви и владеть камасутрой, разбираться в травах и в изготовлении лекарств, и понимать аюрведу. Имел хороший аппетит и любил разнообразную пищу. У человека был прекрасный почерк. Другие могли пройти мимо человека на улице и не понять заслуги, которые он имел внутри. Это не всегда представляется через богатство, славу и другие ценности в обществе. Заслуга чего-то тайного, скрытого, что представляет истинный внутренний характер. Жемчужина, которая скрыта внутри. Важность понимания, какая ответственность присутствовала в жизни человека, когда он находился посредине пути, и от его принятого решения очень многое зависело. Человеку приходилось преодолевать себя, убирая в себе эгоизм и жертвовать собой во благо других. Это ответственность их жемчужина внутри. Поэтому скрытые изобретения человек мог сам уничтожить, не дав их миру. У человека было желание иметь великолепных, замечательных детей. Это не ограничивалось только детьми, это могли быть великолепные творения данного человека. Когда человек следует истине, то он понимает законы и плоды, которые рождаются от него. Чудесные, они великолепны, они помогают обществу. Человеку надо было быть осторожным и иметь баланс, принимать правильное решение, которое принесет пользу всем. Поэтому человек осознавал и имел глубокое понимание, что нельзя просто производить ребенка за ребенком или создавать оружие массового уничтожения, потому что просто он это может – рождать или творить разрушения, которые могут иметь катастрофические последствия. Человек мог найти правильный баланс. Заслуги человек получал только после большой борьбы, и тогда он становился звездой и начинал ярко сиять в своей области. Кету в читре дает внутреннее осознание чего-то очень секретного и скрытого, и поэтому человек может стать блестящим изобретателем, мыслить нестандартно, обладать абстрактным умом и быть духовно просветленным. Человек изнутри может понимать механику Вселенной, обладать скрытыми изначально заложенными знаниями, может быть замаскированным и показаться похожим на Майю. Вы никогда не подумаете и не поймете, пока не поговорите, что этот человек несет в себе это понимание и тайные знания. Кету – это завершение, это истина, это финал, через которое проходит шестое чувство. У человека двойная энергия, и он не против, чтобы его замаскировали, спрятали. Он не будет показываться, не будет выставлять на показ свою сущность. Он не носит мантии, не делает шоу, но у него внутри есть что-то вроде драгоценного камня, который просто связан с какой-то глубинной истиной, а который часто молчит, пока окружающие его не раскроют. Доска желания – это то, чем человек может пользоваться в этой жизни. У читры она способна проявиться в реальность. Человек может создавать свои матрицы, свои виртуальные реальности. В мире сейчас создаются всевозможные устройства для хранения историй, и как в ожерелье нанизывается жемчуг, так и разные истории, люди, вещи могут записываться хранителем Акаши, чтобы после смерти воспроизвести визуальные голограммы. Секретные материалы будут уничтожены или переданы по наследству.
потому что человек может построить уникальную систему безопасности для себя и выстроить оборонительное оружие от взломов, спама и хакерских атак. Профессии. Все профессии связаны с изобретениями, инновациями, искусством и красотой. У человека есть способность пользоваться своей интуицией, поэтому также есть способность работать и в сферах оккультных наук, астрологии или стать иллюзионистом. 4 пады-читры. Лев. Человек не должен гордиться своими творческими навыками и талантами в работе. Быть бескорыстным и не хвастаться. Дева. Человек обладает высокоинтеллектуальной душой. Свой огромный интеллект может использовать для выполнения многих вещей в своей жизни. Человек не должен жить в мечтах, ему надо спуститься в реальность и использовать свои навыки и таланты в этой жизни. Весы. Человек не должен включать негативное мышление в отношениях. Необходимо сосредоточиться на себе, на своей карьере. Увеличивать любовь к себе и мудрость, контролировать эмоции, тогда произойдут хорошие результаты. Скорпион. Человек обладает высокими интуитивными навыками. Может быть повышенный интерес к оккультизму и мистицизму. Необходимо научиться не удерживать ресурсы и делиться своими вещами с другими. Кету в накшатре Свати и прошлая жизнь. 15-я накшатра Свати расположена в знаке Весы. Планетарный владыка Раху, главенствующее божество Ваю, бог ветра. Символы накшатры – коралл, росток, меч. В накшатре Свати также покровительствует Сарасвати, богиня учености, знаний, ораторского искусства и музыки. Свати дает независимую, самостоятельную, уверенную, сильную и амбициозную натуру. Символика накшатры Свати – росток, травинка, колышущаяся на ветру, определяет человека как независимого, самостоятельного, неугомонного, приспособляемого, ловкого. Человек, как этот росток, движется по направлению ветра, и его трудно сломить. Он любит путешествовать, хочет знать всех, одержим знанием, что происходит в мире, и как ветер, он, овладев знаниями, распространяет их во всех направлениях. Коралл дает выносливость, физическую силу и защиту, пробуждает чудесные способности и внутренние силы, считается священным источником объединения с природой и обретения внутреннего равновесия. Божеством этой накшатры является Ваю, бог ветра. Это животворящееся дыхание, которое питает нас жизненной силой или праной. Он является отцом Пхимы среди пандавов и духовным отцом Ханумана. Божество Ваю наделял человека способностью легко овладеть техниками дыхательной йоги, такими как, например, крия-йога. Ветер – это кислород. Кислород – это проводник праны, а прана – это то, что дает нам жизненную силу. Человек мог также стать йогом или экспертом по йоге, мог играть на органе или на любых духовых инструментах, например, на флейте. У человека из прошлой жизни есть навыки и таланты, которые открываются в мифах о Ханумане. Когда Хануман был молод, он думал, что солнце – это большой фрукт, и прыгал в небо, чтобы съесть его. Бог солнца испугался и попросил Индру сбить его оружием. Хануман был поражен в челюсть оружием Индры, известным как Ваджра, молния. Впечатленные сопротивлением ребенка, девы благословили Ханумана различными силами. Маленький Хануман использовал свои силы, чтобы подшучивать над другими. В конце концов, риши прокляли его, чтобы он мог забыть о своих дарах и силах. Когда он извинился за свою ошибку, риши сказали, что его силы вернутся к нему, если кто-то другой напомнит ему об этом. В прошлой жизни, когда человек пытался достичь вершины своей карьеры, он столкнулся в большой схватке с врагом, который попытался сбить его с ног любой ценой. Точно так же, как и Индра пытался использовать свое оружие против молодого Ханумана. Но в конечном итоге человек приобрел уверенность в себе и мог достичь невозможного. У человека не было страха перед тем, куда он идет, кого он встречал, куда он взбирался. Была цель достичь вершины, объекта восхищения и двигаться к нему. Непрерывное, постоянное движение. У человека есть огромная сила, и этот навык он получил из прошлых жизней. Человек не будет этого осознавать до какого-то момента в своей жизни, пока не произойдет что-то, что заставит его проявить и осознать свой дар. Человек любил покупать или коллекционировать обувь. Если обувь приходила в негодность, то большая карма разыгрывалась и освобождалась в его жизни. Свати переводится как меч или жрец, что говорит о том, что человек, испытывающий ее влияние, независим в своих мыслях и поступках, способен отсечь материальные привязанности и духовно развит. В прошлой жизни человек серьезно изучал духовные знания и мог быть жрецом или священником, путешествовал по миру и распространял божественные учения, читал проповеди, а также обладал способностью влиять на массы людей. Человек от природы умел обращаться с оружием, например, фехтовать, сражаться на мечах, резать мясо или любил коллекционировать оружие.
Также в характере мог отражаться данный символизм в том, что он мог резко прервать собеседника, прервать чей-то разговор, когда был зол или разочарован. Человек был отверженным и неортодоксальным, ставя свои взгляды и идеи выше, чем чьи-либо. Качество монтажера или режиссера. Любую работу человек разделял сначала на части, как и при создании фильма. Режиссер берет на себя множество сокращений и переключения внимания с одного на другое. Поэтому и человек любил перебивать людей в разговорах. Человек никогда не был удовлетворен одним видом работы, так как хотел быть похожим на богиню Дургу с 10 руками, каждая из которых делает что-то совершенно свое, в постоянных поисках и преследовании идей. Символическое животное свати – буйвол. Поэтому в какой-то момент жизни человек мог стать вегетарианцем, любил подолгу принимать душ или находиться в ванне. Любимые места были около океана или реки, потому что нужен водоем, в который он мог бы войти. Человек мог быть мощного телосложения и иметь большой вес. При неблагоприятном расположении накшатры могли бы быть проблемы с легкими. Раху – это об одержимости. Сколько человек не пытается отпустить свои желания, у него это не получится, ему придется выполнить их. Кету показывает, что есть какая-то незавершенная цель, которую нужно выполнить в этой жизни. Что-то, что человек должен выполнить из прошлого, что осталось в прошлом. Это может быть что угодно, любая цель, любой урок, из которого человек должен чему-то научиться. Что-то из прошлого будет повторяться в этой жизни. Инцидент может быть повторен для того, чтобы человек научился и выполнил свою карму. Человек сделал себя сам. Ему присуще сильное чувство морали и принципов, и он хочет быть независимым. В соединении с Кету, так как у Кету нет головы, то в этой жизни на него будут влиять другие люди, друзья, близкие. Свати представляет массовые тенденции, средства массовой информации, поэтому человеку необходимо быть осторожным, чтобы не потерять себя в толпе. Человек должен сосредоточиться на том, кто он есть на самом деле, вместо того, чтобы становиться кем-то другим. Человек обладает прямолинейной речью, и иногда это мгновенно отрезает плохих людей из его жизни, и это очень заметно проявляется. Если кто-то уходит из жизни человека, то вполне возможно, что данный человек был кармическим. И потому что Кету здесь, также это заставляет его расплатиться с разными людьми в этой жизни. Но как только карма заканчивается, она освобождает человека от этих отношений. Человек должен отпустить их и поддерживать баланс. Профессии. Бизнесмены, дипломаты, политики, путешественники, спортсмены, музыканты, играющие на духовых инструментах, аскеты, священники и верующие, те, кто изучает законы бытия. 4 пады свати. Стрелец. Благоприятное расположение. Необходимо научиться наслаждаться жизнью. Не ограничивать свои идеи и использовать свой интеллект для достижения целей и мечтаний. Козерог. Человек должен научиться стать эмоционально уравновешенным, отпустить негативные эмоции и не использовать свой ум, когда дело доходит до отношений. Водолей. Человек желает славы, привязан к своим предкам. Человек должен открыть свою сердечную чакру, так как ум всегда попадает в иллюзию и должен защитить себя от массовых тенденций. Рыбы. Хорошее расположение для духовного развития и очистки кармического счета. Человек в прошлом занимался много благотворительностью. В этой жизни он будет осознанно помогать только тем людям, которые действительно нуждаются в его участии. Кету в накшатре Вишакхи и прошлая жизнь. 16-я накшатра Вишакха расположена в знаках Весы и Скорпион. Планетарный владыка – Юпитер. Главенствующие божества – Индра и Агни. Символы накшатры – триумфальная или свадебная арка и гончарный круг. Звезды Вишакхи образуют раздвоенную ветвь, и поэтому часто человек оказывается на распутье. Но как только он выбирает направление, у него появляются амбиции, а также терпение, чтобы добиться успеха. Это накшатра исполнение желаний, исполнение цели, потому что она дает решимость и однонаправленную сосредоточенность на финишную черту. Это также показывает жест Виктори. Человек призван побеждать, нацелен исключительно на разгром врага. Планетарный владыка Юпитер поддерживает цели и амбиции человека, так как Брихаспати является наставником Индры. Раскрытие имя Бога вместе с божественной Сомой – это может быть опьяняющим эликсиром на пути. Человек может, проходя по каждой чакре, побеждая, дойти до шишковидной железы, до коронной чакры Сахасрари, потому что там находится его истинный гуру, там наставник Индры. Возможно полностью уничтожение старого «я» и новое рождение, получение потока знаний и истинное посвящение на высшем уровне. Вишакха – это единственная накшатра с 2 разными божествами, такими как могущественный Индра и очищающий Агни, каждая из которых имеет свои индивидуальные накшатры. Индра председательствует над накшатрой Джиешка, а Агни управляет накшатрой Критика.
Индра– это царь богов. Он наслаждается всеми предметами роскоши, пьет сому и играет в азартные игры. Агни– бог огня, который вместе с Индрой имеет право пить сому. Огонь интеллекта, который переваривает идеи и слова в мудрость. Агни переносит подношения от людей к богам и обратно. Он присутствует во всех огненных ритуалах. Символика Накшатры арка– это очень важный символ и считается показателем королевского статуса, правительственных зданий, дворцов, роскошных отелей. Это символ победителя. Вишакха имеет связь с Радхой и говорит также о божественной любви между Кришной и его возлюбленной, брак между небом и землей, соединение двух миров. Другой символ– гончарный круг. Человек изначально думает, что мир вращается вокруг него. Он управляет и правит миром, и это может делать его эгоистичным и эгоцентричным. Но в конечном итоге он понимает, что он тот горшок, который формируется и лепится Вселенной. С возрастом человек становится более утонченным и сосредоточенным на Боге. Также данный символ означает, что человек имеет творческую и художественную натуру. Гончарный круг должен быть запущен, чтобы духовно прогрессировать, совершенствоваться и становиться ближе к центру, ближе к Богу. Животное Накшатры– тигр. Тигр охотится ночью, так как обладает отличным зрением в темноте. Очень осторожное животное, которое ведет себя тихо во время охоты, и жертва даже не поймет, что ее внезапно поразило. Тигр атакует внезапно. У него есть рисунки в виде браслетов по всему телу, чтобы отпугнуть хищников и показать, что они присутствуют, и с ним не стоит связываться. В прошлой жизни человек просыпался около 3-4 утра или осознавал, что не спит. Также могла быть привычка перекусывать в полночь. У него мог быть огромный аппетит. Он был ненасытным как в еде, так и в удовольствиях. Ненасытным как в материальном, так и в духовном плане. Мог внезапно напасть и причинить вред другому, когда считал, что его провоцируют. В его глазах можно было увидеть извергающий огонь. Человек любил носить различные браслеты и украшения на своем теле, чтобы показать свой статус. В прошлой жизни мог испытать торжественное приветствие под триумфальными воротами, быть известным и удостоенным различными наградами. Человек умел лепить что-то из ничего, мог создать бизнес из воздуха, был очень творческим и в постоянном процессе, в движении. Его окружение вращалось вокруг него. Он управлял и направлял их к выполнению своих целей. В прошлой жизни обладал сексуальной одержимостью, всегда смотрел похотливым взглядом на противоположный пол, мог на протяжении долгого времени преследовать объект своего вожделения. В какой-то момент своей жизни мог соблазнить чужую супругу. За это мог понести наказание в виде болезни, проклятия или уединения и долго отмаливать данный грех. У Индры есть неуверенность, которая выражается в страхе оказаться без своего трона. Так и у человека могла проявляться неуверенность в себе и неспособность смириться с поражением от другого человека. Он хотел быть победителем, стать первым, и для этого мог сделать все возможное и невозможное. У человека всегда было разделение в выборе, что делать, что нет, какое решение принять. Из-за этого могло быть раздвоение личности, или из-за такой неразберихи в жизни постоянно менялось настроение. В то же время был очень умен в выборе своей миссии в жизни. Он мог не доверять никому и не влюбляться ни в кого, играя в шпионскую игру. Человек мог иметь навязчивую идею шпионить за другими или подглядывать за женщинами. Человек мог легко проникнуть в сердце своего врага, подружившись с ним, и когда он знал, что причиняет ему боль больше всего, использовать это против него. Было желание спустить небеса на землю, иметь красивый дом, бар в доме, изысканные вещи, устраивать вечеринки и получать все удовольствия с небес. Мог любить рисовать обнаженных или танцующих женщин. В прошлой жизни мог иметь дело с тайными обществами, быть одержимым в изучении масонства, истории иллюминатов. Человек мог быть торговцем, купцом. Он не хотел, чтобы ему говорили, что делать, когда. Он делал, что ему угодно. Устанавливал свою цену, свой собственный час и сам выбирал работу. Если рожден был слугой, снаружи мог быть преданным, но внутри он был Индра и быстро достигал взлета в карьере и получал наилучшую оплату даже в чужом деле. В прошлой жизни увлекался огненными ритуалами, любил готовить на костре и устраивать барбекю-вечеринки. Также мог увлекаться сигарами или быть курильщиком. В прошлой жизни, в зависимости от своих действий, получал быстро обратную карму. Профессии. Человек будет выстраивать идеологию и догмы и с удовольствием заниматься многими делами сразу, иметь несколько профессий. Это лидеры, диктаторы, победители.
которые будут устраивать чрезмерно пышные празднества в честь своих побед. 4 пады Вишакхи. Овен. Цель – поддерживать отношения в жизни. Человек должен научиться любить себя, стать более уверенным, а также балансировать отношения и перестать чрезмерно потыкать своим желаниям. Телец. В этой жизни человек должен идти к высшей цели, и он узнает некоторые скрытые истины и тайны, чтобы исполнить свою ожидаемую карму в этой жизни. Человек также должен научиться истинной любви и преданности. В противном случае его может ожидать безрассудство, непостоянство и потеря унаследованного состояния. Близнецы. Человек должен меньше говорить и обретать мудрость. Обретая мудрость и идя по праведному пути, очень важно для него в этой жизни. Никогда не проявляйте неуважения к какой-либо религии. Рак. Человек должен проявлять любовь к своей матери, родине или материнской фигуре. Избегать высокомерия и лени. Держать баланс между карьерой и семьей. Кету в Накшатре Анурадхи и прошлая жизнь. 17-я Накшатра Анурадха расположена в знаке Скорпион. Планетарный владыка – Сатурн. Главенствующее божество – Митра, друг, сын Адити. Символы Накшатры – лотос и посох. Анурадха – это Накшатра дружбы, чужих земель, духовности и трансформации. Так как Анурадха расположена в знаке Скорпион, то здесь происходит процесс пробуждения кундалини. Анурадха – очень духовная, благочестивая Накшатра, так как символами ее являются лотос и посох. Посох – это мощное оружие, которое используют мудрецы для защиты себя. Поэтому цели будут достигнуты, и человека не смогут победить, если Накшатра хорошо расположена в гороскопе. В прошлых жизнях человек был вовлечен в духовные вещи. Кету в Анурадхе может дать психические силы, человек будет обладать высокой интуицией, может видеть другие миры, призраков, духов, возможно соединение с божественным и получение посланий. Также связь с предками, способность видеть умерших родственников, получать от них послания, например, в виде сновидений. Видение своих прошлых воплощений или других сфер жизни во снах. Возможно, прохождение околосмертного опыта. Все это делает человека очень интуитивным и дает естественные психические силы, которые определенно могли развиться еще в прошлых жизнях. Очень сильная связь с миром душ. Человек обязательно пройдет через духовное пробуждение. В прошлой жизни дружба для человека была очень важна. Друзья для него были всем. Человек был добрым, скромным, нежным и избегал спор и драк с кем-либо. Жизнь была нелегкой, много взлетов и падений, преобразований. Это произошло в прошлом, это произойдет и в этой жизни, так как символом Накшатры является лотос, который растет в мутной грязной воде. Кету кармическая планета и показывает, что человек будет очень осторожен в дружбе. Было какое-то отдаление в прошлом, какой-то плохой опыт в дружбе. Человек был щедрым, доверял, и, скорее всего, в этой жизни, наоборот, человек не захочет помогать людям и не будет с легкостью доверять. Будет очень осторожен в суждениях, кто прав, а кто нет. Но как у Кету нет головы, то человек будет путаться в своих суждениях и попадать на те же грабли. Поэтому велика вероятность, что и в этой жизни человек опять столкнется с обманом и предательством. Человек хорошо общается со своими друзьями, но взамен не получает аналогичную энергию, и ему становится очень больно. Поэтому человек станет очень осторожен в дружбе и будет скрывать свою дружескую природу в себе. Это сделает человека интровертом, который не способен очень много общаться с другими людьми. Также возможно, что душа человека пришла из другой сферы и не является душой Земли. Человек родился ради высшей цели, поэтому не может соединиться с земными людьми. У человека добрая, отзывчивая и бескорыстная натура, но все же противоположное расположение Раху в Тельце, в Накшатре Рахини, даст сильное желание материальных вещей, наслаждений, веселья и всего роскошного. Любовь, материальный мир. Благодаря Рахине у человека есть эти желания, потому что в прошлой жизни он не смог их исполнить. Может, потому что исполнял какие-то семейные обязанности или жил очень духовной жизнью, и желание поэтому все еще присутствует. Но если у человека развитая душа, то энергия Раху в Рахине также будет сбалансирована. Человек родился в этой стране в первый раз или через многие-многие воплощения. Если Накшатра находится в 12-м доме, то человек никогда не рождался на данной территории. Анурадха представляет родную страну, а Кету – отрешенность. То у человека может возникнуть страх перед переездом в другие страны. Человек захочет остаться на своей родине, со своей семьей, со своими родителями. Человек захочет остаться там, где бы он ни находился, но со своей семьей. Потому что, возможно, в прошлом он покинул родину и семью. Или у него не было времени и возможности общаться со своими близкими. Так как Кету в Скорпионе, у человека может всплыть крайний уровень страха. Потому что, возможно, потеря семьи в прошлом из-за трагедий и больших трансформационных событий. Поэтому у человека может присутствовать страх потерять свою семью, свое богатство, свое имущество. В прошлом человек был одержим отношениями, особенно если есть Венера также в соединении или в аспекте. Кету в этой жизни делает человека менее одержимым. Но осознание из прошлой жизни остается, что деньги очень важны, семья очень важна, практичность очень важна.
Человек всегда будет осторожен в этой жизни, когда будет привязываться к кому-то, потому что Раху будет ему говорить: не надо, деньги важнее, чем любовь. Если даже есть у вас любовь, что вы будете есть, если у вас нет денег? Не привязывайтесь, будьте практичнее. Но человек все равно будет оставаться простым в жизни, так как будет осознание в этой жизни. Сколько не идти в массы, не следовать за другими, независимо сколько материалистического счастья не достигается, что настоящее счастье в простоте и в любви в семье. И в мелочах человек осознает эту истину в этой жизни, потому что возможно, что в прошлой жизни у него уже было желание материалистических вещей из 2-3 прошлых жизней, и оно не исполнялось, и он игнорировал истинную любовь, он игнорировал свою семью, он игнорировал все, что связано с душой, и человек просто хотел иметь деньги, имя, славу, богатство. Поэтому это осознание придет именно в этой жизни. Человеку для психического комфорта очень хорошо жить в приятном влажном климате, находиться около воды, рек и морей. Так как экстремальные погодные условия, слишком холодная зима или наоборот жаркая погода неблагоприятны для него. У человека может быть незавершенная карма, связанная с Родиной. В этом случае только после отдачи кармических долгов человек сможет отправиться в другие страны, не испытывая проблем на чужбине. Для профессии это хорошее положение для духовности, а также для астрологов, тарологов, терапевтов, регрессологов, экстрасенсов, гипнотизеров, медиумов. Человек ориентирован на исследование. Кету показывает то, что человек узнал в прошлой жизни, поэтому ему не придется много учиться в данных областях. Человек может хорошо работать в ночные смены. Человек может любить работать в изоляции, так как если человек работает в одиночку, это лучшее для него, потому что он может больше общаться со своей интуицией, и тогда напрямую получать сообщения от Божественного, от своей души или от Вселенной. Человек может стать также хорошим ученым, пройдя через множество трансформационных событий в этой жизни. 4 пады Анурадхи. Лев. Судьба направлена на то, чтобы заниматься социальной работой, быть практичным в жизни. Человек должен общаться с людьми, так как есть карма с общением. Человеку придется иметь дело с людьми и поддерживать дружеские отношения. Дева. Человеку необходимо сосредоточиться на себе, сосредоточиться на духовном росте, предаться божественному и не быть слишком практичным. Отпустить вещи, которые не важны, не принимать решения на эмоциях. Медитация даст человеку ответы на его вопросы. Весы. Необходимо держать баланс, нет сверхэмоционального, нет сверхдуховного. Человеку необходимо поддерживать хорошие отношения и не быть одержимым никакими отношениями. Не надо зацикливаться, человек получит желаемого партнера в нужное время. Необходимо держать баланс в жизни. Скорпион. Очень хорошее расположение. Человек должен заниматься любой интуитивной, духовной, экстрасенсорной работой, связанной со скрытой информацией. Это очень полезно для человека. Тогда он получит весь материальный успех и счастье. Кету в накшатре Джиештха и прошлая жизнь. 18-я накшатра Джиештха расположена в знаке Скорпион. Планетарный владыка Меркурий. Главенствующее божество Индра, царь богов. Символы накшатры: круглый оберег, серьга, зонт. Главная звезда Антарис, известная как сердце Скорпиона, является одной из ярчайших звезд и своим красным цветом напоминает планету Марс. Зодиакальный знак Скорпион обеспечивает энергией и инициативой, а также представляет жестокую, свирепую и холодную сторону накшатры. Планетарный владыка Меркурий является здесь вроде хамелеона для человека, ценности которого будут зависеть от окружения. Главенствующее божество Индра, царь богов, герой среди богов. Его скакуном является слон Айрават, который имеет 5 хоботов. Его оружие – мощная молния Ваджра. Он наслаждается всеми предметами роскоши, пьет сому и играет в азартные игры. Единственный страх Индры – потерять свой трон. Символы накшатры – круглый оберег. Это божественная защита и символ авторитарной позиции. Серьга – оккультный символ. Его носили мудрецы, так как являлись мастерами кундалини, и богоподобные цари, которым удалось обуздать низшую природу и получить оккультную силу. Зонт показывает защиту и знак королевской власти. Члены королевской семьи имеют кого-то, кто следует за ними с зонтиком для защиты от резкого солнечного света. Зонт защищает от вселенских сил, дождя, солнца и ветра. Животным накшатры является самец оленя. У оленей также есть рога, которые они используют для защиты и борьбы. Олень
сбросив свои рога, может отрасти их заново, что отражает сброс старых кармических уроков и воссоздание новых. Олень также является одним из самых смертоносных животных в автомобильных авариях. Джиешска означает «старшая сестра», «средний палец» и «священная река Ганга». Ганга способна смыть всю негативную карму. Средний палец является перстом судьбы, а старшая сестра сравнима с матерями. В прошлой жизни у человека был проницательный и испытывающий взгляд, хорошие пропорции тела, довольно раннее созревание как физическое, так и психическое. Она была влиятельной и приобрела большую известность в обществе, любила шумные вечеринки, находиться в объединенном состоянии и в сексуальных похождениях, была неуправляемой, демонстрируя бурное поведение и много сексуальных контактов, имела проблемы с ревностью и предательством, могла быть холодной, но страстной и агрессивной при занятии любовью, ей нравилось доминировать. В семье вела себя за старшую, она была из тех людей, которые всем заправляют, ей нравилось было быть желанной и уважаемой. Собственнически относилась к своему супругу, она защищала близких и дорогих ей людей и заботилась о том, чтобы они хорошо были устроены, даже могла пожертвовать собой, чтобы это обеспечить. Получала удовольствие от конфронтаций и споров, врагов она уничтожала. А что не давали ей, то забирала силой или просто воровала, была бунтарем с большой потребностью в преодолении любых границ и ограничений, временами даже становилась жестокой, нравилась грубость, и ей не хватало сострадания, использовала ложь, обман и манипуляции, была злопамятна и мстительна. Ослепленная золотом, жертвуя моральным кодексом и этикой, из-за гордости и высокомерия потерпела падение, получив проклятие от более влиятельной особы, и ей пришлось проходить через покаяние и раскаяние, самоанализ и аскезы, чтобы выйти из тех грехов, которые она совершила. Любила путешествовать на большие расстояния, если знала, что у нее будет сексуальный контакт. Она углублялась в оккультизм, тантру и скрытые тайны неизведанного, была связана с крия-йогой, попадала в автомобильные аварии, имела большой аппетит и увлекалась невегетарианскими и экзотическими продуктами, любила есть оленину и дичь, ее манил африканский континент и блюз. Могла украшать шею татуировками или специальными ожерельями. Пыталась найти баланс между материализмом удовольствий и духовностью. В Джиештхе заложены энергии ужаса, и они являются держателями знаний о психологическом искусстве войны, способность психологически провоцировать, чтобы оппонент испытывал чувство потрясения своего фундамента, поколебался в его стабильности и в системе убеждений. Победа достается или хитростью, или насилием, или игре на силе страха. Скрытые энергии ужаса и власти – это та манипуляция тайными силами, где пересекается граница между миром людей и духов. Вовлеченность в ритуальную магию, обуздание страсти происходит через тантру и черную магию. Видят вещи и сны. В Джиешхе заложено желание власти, чтобы их признали, оказывали уважение, так как они хотят стать героями и легендой. Джиешха дает дар господства и знания оккультных тайн в обход морали. Шукрачарья, гуру асуров и наставник дайтиев, владеющий знанием о воскрешении мертвых, родился в Джиештхе. В Накшатре заложены принципы Алакшми. Достижение статуса приводит к нарушению личной жизни, где отсутствует душевный покой в доме. Общественная жизнь становится домашней. Возможны отношения с мафией и тайным правительством. Человек склонен жить на острие эмоций и берет бремя старшего на всю свою жизнь. Джиештха связана с 8-м домом трансформации. В Тара Джиештха отражает смысл числа 18 в карте Луна, где в ночи 2 собаки около ворот таинственного запредельного мира воют на полную луну в момент, когда раки пытаются выползти из пруда, и происходит скрытая работа подсознания в конфронтации с реальностью. Марс и Сатурн в Джиештхе провоцируют кровавые события.
Лечебные средства. Всегда в восточном направлении должен находиться черный зонт в доме. Никогда не иметь при себе сломанный зонт. Наличие в доме латунной статуи слона или оленя – еще одна активация победы для таких людей. От сглаза лимон или зеленый чили. Лимон необходимо разрезать на две половинки, покрутить 8 раз над головой и выбросить одну половинку на восток, а другую на запад. Это поможет выходу темной энергии. Профессии. Военные и полицейские, политики и мафиози, бюрократы и руководители, черные маги и охотники за духами. 4 пады Джиештхи. Стрелец. В этой жизни необходимо развить мудрость и зрелость, научиться контролировать свое эмоциональное поведение и положительную энергию. Тогда человек получит поддержку и хорошее руководство в жизни. Козерог. Может быть заметно чувство эмоциональной боли. Любая травма будет глубоко ранить душу. Все это делает человека слишком эмоциональным и негативно мыслящим. Необходимо научиться усердно работать, а не полагаться на быстрый результат и контролировать чрезмерно эмоциональное поведение. Водолей. Помогая людям, занимаясь социальной работой, это поможет избавиться от кармы в этой жизни. Человека могут не волновать деньги, но он будет стремиться получить славу и уважение. Рыбы. Человек, используя свой интеллект, психические силы и интуитивные навыки, может достичь желаемых результатов и углубиться в духовность. Кету в накшатре Муле и прошлая жизнь. 19-я накшатра Мула расположена в знаке Стрелец. Планетарный владыка Кету, главенствующие божества Нирити и Кали, символы накшатры, корень, связка корней, стрекала. Богиня Нирити приносит новое творение после разрушения. Она описывается как обладающая золотыми локонами, темная и связанная с подземным миром. Божество Кали – это свирепая форма Парвати. Противоположность Мулы является накшатра Адра, в которой божеством является Рудра, свирепая форма Шивы. Кали соединена с черной дырой, которая управляет центром Млечного Пути. До сих пор мы ничего не знаем о том, что находится внутри черной дыры. Никто не был рядом с ней, внутри нее. Человек с накшатрой Мулы также загадочен, как черная дыра. Он довольно непредсказуем, окружен хаотичной энергией. Свет не покидает черную дыру и имеет тенденцию поглощать все вокруг себя. По этой причине человек должен перенаправить свою энергию в позитивное духовное русло, потому что он увидит, как быстро он начинает засасывать энергию других людей к себе, и другие с удовольствием погружаются в его духовную яму. Он может быть довольно интенсивным, когда другие могут почувствовать, как он высасывает их энергию. Черная дыра сокрушает все, что приближается к ней. Поэтому человек также любит крушить вещи. Мула означает корень. Это корень всей судьбы человека. Это корень его скрытых энергий, которые он накопил в течение долгого периода времени. Так как каждое действие, которое делает, которое совершает, это семя, которое человек сажает. В данной жизни эти корни проросли, выросли и превратились в прекрасный сад или непроходящие джунгли. Это маршрут человека в данном воплощении. С Мулой начинается путешествие человека к одухотворенности, через которое ему предстоит пройти в этой жизни. Мула – начальная точка этого пути, которая называется корневой чакрой. Это корень вещей, наполненный духовной и кармической энергией. В ведической системе это называется прарабдхой кармой, которая является судьбой человека. В данной чакре происходит раскрытие судьбы либо благословения, либо проклятия. Муладхара чакра – это 6-й дом гороскопа. В теле человека чакра находится в районе области бедер. Крестец и копчик имеют некоторое сходство с Ганешей. Ганеша должен быть умиротворен. Он первый охранник, которого человек освобождает для устранения препятствий. Именно в этой области у человека происходит сильное пробуждение кундалини, потому что там спит его змея, чтобы проснуться и начать двигаться вверх по позвоночнику. 4 лепестка Муладхары чакры представляют собой Дхарму, Артху, Каму и Мокшу. 4 цели в жизни человека. Силу корня человека олицетворяет Мула Трикона или Троица, состоящая из Солнца, души человека, Юпитера, духа человека и Марса, физического тела человека. Данный храм пирамиды – корневая основа Мулы. Другой символ Накшатры – стрекала. Слона погоняют стрекалом, острым предметом с крючком на одной стороне. Стрекала вонзается в ухо слона, когда он не слушается и направляет на правильный путь.
Также и Бог контролирует и направляет человека, и если он идет по неправедному пути в жизни, происходят болезненные и трансформирующиеся события. Кету хранит все человеческие кармические паттерны. Кету — это микроскоп, это ключ к наследию человека. Мула связана с очень древними цивилизациями, такими как Атлантида. В прошлой жизни человек мог жить или посещать регионы, где есть вулканы, горячие источники, места, где корни Земли, где расположен энергетический сдвиг, где происходит энергетическая трансформация, древние храмы, которые находятся в руинах, в пещерах, где есть нетронутая природная среда. В человеке заложены древние знания, поэтому в этой жизни у него есть импульс пойти внутрь себя, чтобы пробудить что-то внутри. Человеку очень хорошо заниматься медитацией. Он может, как оракул, раскрывать знания бытия и быть королем такого рода знаний, так как на него может воздействовать старая цивилизация, и человек может быть связан с определенным гуру из прошлого на психических планах. Он может встретить его во снах, и в сновидениях он будет вести его. Древние учителя очень специфические, не такие, как в эти времена. Они связаны с Праджапати, с изначальным божеством и владыкой потомства на земле. Поэтому в этой жизни человек не сможет принять обычного гуру. Он будет или против, или противостоять ему. В доме человека может храниться древняя духовная или старинная магическая книга. В прошлой жизни все желания человека были в завязанном пучке корней, плоды его кармы, и они должны были высвободиться, чтобы направить его на духовный путь реализации к Богу или к самореализации. Человек погружался в материальные наслаждения, следуя своим естественным склонностям или природным чертам или импульсам, которые приходили, мог становиться агрессивным, эгоистичным, бродягой по жизни, и это приносило много боли и страданий. Но когда он понял, что нужно иметь баланс между духовными аспектами и материальными желаниями, то ему открылась суть Ганеши. Это баланс между 4 целями – Дхармой, Артхой, Камой и Мокшей. Человек с накшатрой Мула является воплощением своих корней, своего прошлого, своих предков. Человек любил копаться в прошлом, включая свою родословную. Человек также понимал, что ему необходимо разрушить свои самскары, свои отношения, привязанности в своей жизни, которые мешают его собственному особому рождению и возможности реализовать отношения с Богом. Ему приходило сознание, что у него есть целая большая семья во Вселенной. Идея разрушения привязанности происходит из понимания человеком, что глубоко внутри есть что-то, что на самом деле всегда там, и он проходит через такой опыт. Разрушение на самом деле может произойти на ментальном уровне, но также корни могли бы быть полностью вырваны. Человек имел такую тенденцию переворачивать свою жизнь с корнем, даже если в отношениях, в карьере, по идее, все было хорошо. Человек просто полностью, как бульдозером, расчищал все, чтобы проложить дорогу для чего-то нового. У человека могла бы быть тенденция обвинить других или окружающую среду, но суть в том, что мула имеет очень сильное кармическое очищение, которое происходит из подсознания. Именно в подсознании у человека происходит поиск разрешения глубоких, укореневшихся страхов, фобий, тревог, управления гневом, что происходит через то, что подсознание помогает убрать многие из них, что в конечном итоге человек получает пользу. У человека достаточно энергии, которая действительно может быть достаточно разрушительной на самом деле. В прошлом человек мог встретить женщину, которая разрушила его жизнь, но это было скрытое, замаскированное благословение для него, так как после произошел духовный рост и обновление у человека. Человек в прошлом мог накладывать заклинания или снимать их, также мог быть экзорцистом изгоняющих духов или поклоняться богине Кали, заниматься изготовлением талисманов и заряжать их благостной энергией, таких как лула, которую заплетали в косу, или красная нить. При рождении человеку давали защитный амулет на черной нити, монету с отверстием. Отверстие – это центр галактики, черная нить – это пароль. Если в доме у человека появлялись трещины в стене, это означало, что у него были проблемы с энергией. В прошлой жизни человек испытал много трансформаций и полностью преобразился, что привело к духовности или самореализации. Могло произойти кармическое очищение, и человек приобрел много мудрости в прошлой жизни для следования по праведному пути. Животное мулы – собака. Она может любить до такой степени, что отдаст за вас свою жизнь. Или может укусить и растерзать, если кто-то переступит ее территорию. Собака всегда хочет быть со своим хозяином,
и чувствует себя брошенной, когда человек покидает ее. Одним из лучших средств для человека иметь в своей жизни собаку. Профессии: аудитор, юрист, детектив, астролог, ученый, исследователь, археолог, биолог, психиатр, регрессолог. Человек может заниматься трансцендентальной медициной или состоять в древнем культе. 4 пады мулы. Овен. У человека могут быть проблемы с эго, поэтому нужно поддерживать баланс и гармонию в жизни, так как он может быть очень эгоцентричным. Телец. Человек может быть оторван от семьи или могут быть какие-то проблемы в семье. Человеку может быть все равно по поводу денег, финансов, или он не сможет сосредоточиться на этом из-за различных обязанностей, которые будут занимать его ум. Необходимо научиться контролировать свой гнев, чтобы не задевать чувства или эмоции других людей. Близнецы. В гневе человек может просто выбросить вещи, разорвать отношения. Поэтому человек должен стать зрелым, отпустить свое детское поведение. Нужно научиться мудрости в этой жизни. Рак. Хорошее расположение. Человек должен думать позитивно. Он может испытать в жизни настоящую любовь. Человек в жизни будет практичным, только надо не переусердствовать с эмоциями и держать баланс. Кету в накшатре Пурва-Ашатха и прошлая жизнь. 20-я накшатра Пурва-Ашатха расположена в знаке Стрелец. Планетарный владыка – Венера. Главенствующее божество – Апах. Символы накшатры – веер и слоновий бивень. Зодиакальный знак – Стрелец. Соответствует 9-му дому гороскопу. Это дом духовности, стремления к высшему знанию и смыслу жизни. Место накопленной положительной кармы, источник удачи, успеха, везения, благосостояния и благочестия. Ключевой чертой Стрельца является его стремление к цели, кентавр, целящийся в неведомое. С одной стороны, это желание стоять твердо на земле, привязанность к прочности и устойчивости, с другой – человеческая природа, стремящаяся к чему-то большему, неведомому. В этом символе соединяются и разъединяются две сути – животное, инстинктивное, и высшее, человеческое. Планетарный владыка – Венера. Венера плодовита и креативна, но скорее в социальном, а не в личностном плане, так как ее цели универсальны. Венера придает блеск и шарм, который происходит от знаний, цельность натуры и принципиальность, что окружающие готовы повиноваться ей. Главенствующее божество – Апах, древняя богиня воды, о ней мало что известно, что также отражается в данной накшатре, в которой есть таинственность, скрытность, секретность и застенчивость. Апах тесно связывает с русалкой, которая привлекательная, очаровательная, загадочная, соблазнительная, тщеславная, музыкальная, любит свободу и приключения. Также Апах сравнивают с богиней Афродитой. Апах и Афродита обе являются венерианскими богинями и частичным отражением Лакшми, всеобщей богини процветания. Символ бивень слона, слоновая кость, символизирует внутреннюю красоту, мудрость и скрытые духовные способности и говорит о том, что представители данной накшатры довольно красивые, и в них заложена мудрость и духовный потенциал, который может быть выражен в физическом мире. Веер – это символ комфорта, престижа и аристократии. Он напрямую указывает на социальный статус и передает энергию преимущества и превосходства. Здесь прослеживается яркий, показной и эффектный венерианский аспект накшатры. Другой аспект веера показывает способность преодолевать трудные времена. Обмахивание веером помогает остудить гнев и сохранить спокойствие и прохладу, дает силу бодрить или наполнять энергией желаний. В древних ритуалах веер отражает созидательную энергию, которая используется для поддержания огня, но в то же время показывает возможность доминировать. Веер также используется как маска, чтобы спрятать лицо, что отражает способность скрывать чувства, факты и мотивы. Животное накшатры – самец обезьяны. Обезьяны считаются одними из самых умных животных, способных к мышлению и осмысленным действиям. Большую часть свободного времени обезьяны тратят на уход за собой и могут узнавать себя в зеркале. Обезьяны, как и дельфины, занимаются сексом ради удовольствия, а не только для размножения. В шахматах есть термин «обезьянья игра», обозначающий отражение ходов соперника. В семьях доминирует главный самец. Пурва-Ашатха переводится как «непокорная», «непобедимая» и говорит о том, что люди, рожденные под ее влиянием, делают то,
что им нравится, не считаясь с мнением других. Пурвашадха заставляет думать человека о смысле жизни. Своим обладателям она приносит богатство, славу, деньги. В целом это очень плодотворная и плодовитая накшатра. В Пурвашадхе встречаются два великих гуру. Юпитер, Брихаспати, гуру богов, и наставник асуров, благочестивый и аскетичный Шукрачарья, бог планеты Венеры. Пурвашадха является накшатой рождения Марса. Ее часто выбирают для объявления войны. Отличительной особенностью Пурвашадхи является ее убежденность в том, что она не может проиграть. Пурвашадха чувствует, что преуспеет во всем, куда бы ни направляла свою энергию, потому что обладает такой чертой, как неуклонность в достижении цели. Она способна выжидать в трудные времена и агрессивна, когда появляется шанс проявиться. Люди Пурвашадха любят читать и писать боевые или военные саги. Им нравятся такие книги, как «Сун Цзы. Искусство войны» или «Макиавелли. Государь». В Пурвашадхе Солнце проходит с гораздо большей скоростью, чем любой другой накшатри, и находится близко к Земле. Пурвашадха связана с Новым годом, с принятием новогодних решений и составлением планов на следующий год. Алхимия берет свое начало в этой накшатре. Прежде чем достичь своего завершения в накшатре Ревати, Пурвашадха – это основатель таинственных оккультных школ. Прошлая жизнь. Ей нравилось проживать каждый момент в полной мере и радоваться жизни. Она отмахивалась от сложностей, точно как веер отмахивает страдания, причиняемые жарой. Ее не смущали неблагоприятные обстоятельства, отсутствие формального образования и изначально бедные бытовые условия, в которых существовала. Ее способность выполнять самые сложные и невообразимые задачи, благодаря своей сообразительности и стратегическому уму, подпитывали ее решимость. Несмотря на сильный разум, была склонна делать поспешные выводы, была блестящим спорщиком и могла победить любого, могла дать дельный совет, но сама советов не слушала. Ее убежденность была в том, что она не может проиграть, была одержима своими идеями, чувствовала, что преуспеет во всем, куда бы ни направила свою энергию, потому что обладает такой чертой, как неуклонность в достижении цели. Она была способна выжидать в трудные времена и была агрессивна, когда появлялся шанс проявиться. Несмотря на независимый характер и диктаторские склонности, имела глубокие привязанности с некоторыми друзьями, которые ее поддерживали. Также в жизни у нее были серьезные философские, духовные искания и поддержка духовного наставника. В ее организме не хватало химикатов, таких как магний, и она восполняла это с помощью аюрведических лекарств и прогулками около дерева Ашока. Любила находиться рядом с водой. Для нее вода была жизненной силой, а не просто необходимостью. Она мечтала о морских круизах, поездках к океану и иметь свой домик около воды. У нее была цель улучшить свои жизненные условия и обладала сильным желанием жить роскошной жизнью. Достигая своей цели, она выставляла результаты на показ. Ей необходимо было производить впечатление. Была горда, самолюбива. Она становилась популярнее, известнее, и слава о ней распространялась благодаря ее неистовой энергии. Она хотела комфорта, роскоши, путешествовать бизнес-классом, отдыхать в лучших отелях и владеть островами. Была знатоком дорогих напитков, хорошего виски, разбиралась в чаях и могла с легкостью провести изысканную чайную церемонию и пила лучшие вина. Она доходила до крайности в богатстве, имела тенденцию притягивать каким-то образом в свою жизнь океан надежды, любви, знаний. Она то увлекалась одним, то стремительно бросала и начинала заниматься другими делами. Ей постоянно нужны были изменения. Она не могла долго находиться в одном состоянии или на одном месте и придерживаться одной цели. Ей нужно было разнообразие. И это было в некотором роде экстремально, так как могла в какой-то момент жизни затопить все из-за своих действий и подтыкания своим низменным желаниям. Она не смогла обуздать и победить всепроникающую и непобедимую саму себя.
Это была ее война в ее жизни. Лечебные средства. Заботиться о своих зубах, так как пока зубы в хорошей форме, жизнь будет гладкой и достойной. Когда зубы или десны не в порядке, жизнь становится шаткой в той области жизни, где находится эта накшатра. Наличие в доме картины слона, на которой бивень поднят вверх, приносит победы в ежедневных битвах. Не уклоняться от своих роскошных потребностей и носить лучшие вещи, которые можно себе позволить. Даже если человек духовен и хочет иметь часы Rolex, он должен стремиться к этому. Нахождение возле родников, водопадов способствует душевному очищению. Профессии. Все профессии, связанные с водой. Военные стратеги, эксперты по вооружению, менеджеры, учителя и проповедники, поэты и писатели, художники, дизайнеры одежды, модные эксперты, парикмахеры и косметологи, работники индустрии развлечений, рок-звезды, гипнотизеры, медиумы, экстрасенсы и травники. 4 пады Пурвашатхи. Лев. Человек гордый и самоуверенный. Необходимо открыть свою сердечную чакру и стать оптимистом по жизни. Сильная тяга к духовности. Дева. Человеку необходимо себя сбалансировать, не уходить в изоляцию из-за проблем. Нужно научиться исцелять себя и развивать уверенность. Не быть слишком аналитичным и практичным. Может добиться больших духовных и материальных достижений. Весы. Человеку необходимо научиться отдавать от всего сердца, без ожиданий. Тогда он получит взамен вдвое больше. Здесь человек пожимает плоды и может дать хорошие результаты во всех видах партнерских отношениях. Скорпион. У человека есть природные таланты и навыки в оккультизме. Он обладает сильной интуицией. Здесь сходятся 2 крайности – глубокая мудрость и слишком большая зависимость от материальных ценностей. Необходимо научиться уравновешивать свои эмоции, в том числе негативные. Карма семьи может проявиться, поэтому необходимо быть терпеливым и избегать гнева. Возможны дела, связанные с заграницей. Кету в Накшатре Уттара-Ашатха и прошлая жизнь. 21-я Накшатра Уттара-Ашатха расположена в знаках Стрелец и Козерог, планетарный владыка – Солнце. Главенствующее божество – Вишвадевы, символы Накшатры – бивень слона, доски кровати. Планетарный владыка – Солнце. Солнце является олицетворением энергии, сияния, власти, могущества и жизненной силы. Солнце наделяет людей авторитетом, умением управлять другими и лидерскими качествами, которые позволяют упорно преследовать и достигать своей цели. Способность влиять на окружение достигает в этой накшатре апогея. В знаке Стрелец – это духовный воин, у которого есть потребность учить и советовать, а уже в Козероге – это более аскет, который выражает свою природу посредством контроля желаний. Солнце получает направленную силу в Козероге и в 10-м доме гороскопа, становясь действительно мощным и наделяя человека такими качествами, как выносливость, сосредоточенность и целеустремленность. Главенствующее божество – Вишвадевы, или вселенские боги. Это боги, контролирующие клетки мозга. Уттара-Ашатха концентрируется на уме человека и его интеллектуальном развитии и проводит его через бурные воды человеческой жизни к более духовному месту. И только в Уттара-Ашатхе человек сам совершает контролируемые шаги в сторону духовности, переходя из одной ипостаси в другую, в отличие от Мулы и Пурва-Ашатхи. Вишвадевы обладают силой даровать непобедимую победу и имеют дело с универсальными моральными принципами, качества которыми они управляют – это добро, истина, сила воли, мастерство, время, желание, твердость, сила воли, предвидение, предки, яркость, изобилие, вершина, счастье и радость. Символ бивень слона связан с Ганешем, богом с головой слона, призванного благословлять новые начинания и устранять препятствия с пути. Бивень слона – это аллегорический зуб, который Ганеша отломал и превратил в чернильное перо, чтобы написать Махабхарату. Слоновий бивень острый и поэтому может пробить насквозь, и это проникновение может быть физическое, пространственное или умственное.
указывающая на невероятно проницательную черту характера. Символ доски кровати – это кровать аскета без комфорта. Здесь человек добровольно практикует аскетизм, создавая условия, чтобы открыть для себя новую истину и взглянуть за пределы границы восприятия. Раздвоенность Утра-Шадхи проявляется в том, что люди могут быть материально богатыми и в то же время стремиться к более высоким материям. Животное накшатры – мангуст. Мангуст известен умением убивать ядовитых змей. Он обладает стратегией, избегает атак змеи и, используя ловкие обманные движения и резкие прыжки, чтобы злить и изматывать змею, и когда она выбивается из сил, выбирает подходящий момент и совершает точный молниеносный удар в голову. Кубера – бог богатства, хранитель скрытых в земле сокровищ, держащий мангуста, напоминает нам о победе над змеями, которые являлись хранителями богатств, но также олицетворяли карму и смертность. Утра-Шадха желает убить змею яд в себе, чтобы позволить развиться высшему «я». Мангуст – это демонстрация не только силы и материального процветания, но он также может принести вам и духовность. Метафорически, убийство змеи – это убийство старой кармы и выход за пределы смертности, переход бессмертия. Накшатра Утра-Шадха означает последний непобедимый, и любой успех и победа уже становятся неоспоримой. В отличие от Пурва-Шадхи, здесь больше терпения и настойчивости в достижении победы, которая приносит постоянный успех, так как это фиксированная накшатра. Пурва-Шадха – это самостоятельные усилия, самоуспех, самоориентация, а в Утра-Шадхи человек черпает свои навыки и ресурсы из разных источников, а затем консолидирует, и это уникально, потому что одно из ключевых вещей заключается в том, что данная накшатра может охватить качество всех своих предшествующих накшатр. Утра-Шадха имеет прямое отношение к царствованию, правлению и к обязанностям, которые накладываются соответствующему статусу. Эта накшатра связана с лидерскими качествами и указывает на публичную жизнь с внутренним желанием быть в одиночестве. Для нее характерны бесстрашие и стремление вперед, сила воли и твердость. В то же время в Утра-Шадхи проявляется элегантность, традиционализм, авторитетность, вежливость и воспитанность. Представители Утра-Шадхи могут быть связаны с древним эпосом Махабхарата. Сын Арджуны, Абхиманью, был рожден в Утра-Шадхи в 4-й паде, в которой спрятана накшатра Абхиджит. И именно он смог прорваться через боевой лабиринт Чакравьюха в Махабхарате, а его сын Парикшит, рожденный от Утара, был единственным, кто выжил в клане пандавов, даже после того, как на него Ашватхама обрушил брахмастры. Мифология ясно показывает нам, что народ Утра-Шадха непобедим в большинстве своих начинаний. Они предпринимают правильные и надлежащие действия, чтобы убедиться, что победа на их стороне. У них есть проницательность, видение и понимание необходимости проживать свою жизнь как божественное проявление. Утра-Шадха – это то самое место силы, непобедимость, которое представляет собой консолидацию всех разных замыслов. Прошлая жизнь. Человек обладал темпераментом и величественной осанкой. Он умел хранить секреты и выстраивал отношения с влиятельными людьми и был человеком чести. Благодаря сотрудничеству, своим друзьям, отличным организаторским способностям, смелостью и лидерским качествам достиг высокого положения, имел известность и вращался в правящем классе. Вел одинокую семейную жизнь, но от него веял ореол королевской жизни. Обладал многочисленными талантами и навыками, был чрезвычайно начитан, имел фотографическую память, знал много языков, мог процитировать любую книжку, стихотворение своей библиотеки, был плодовитым писателем и сильным оратором. В юном возрасте проигрывал не одно сражение, но со временем стал непобедимым и непобежденным. Внутренне он развивался и становился сильной личностью, а его манера поведения излучала на окружающих понимание, что он тот,
кто наделен властью. Любил коллекционировать золотые украшения и инвестировал в золотые слитки. У человека были лучшие часы, чтобы следить за временем. Для него было важно приходить на любую встречу, мероприятие вовремя, так как интуитивно чувствовал, если он опоздает, то проиграет, так как назначенное время соответствует началу любой войны. Он приходил вовремя, чтобы изменить положение вещей и оказать большое влияние на общество. Человек считал своим долгом любой ценой дать свет обществу, даже если это означало пожертвовать собственным комфортом и жизнью. Он брался за дела раньше всех и не боялся вызовов судьбы и обладал большой ответственностью. У него были змееподобные враги, и он флиртовал с людьми, похожими на змей, но приходил момент, когда он их сокрушал и выставлял на всеобщее обозрение. Врагам он подавал то же блюдо, что и они, если понимал, что его обманывают, так как у него было мало терпимости к закулисным влияниям и обману. Он терпеть не мог ложь. На духовном уровне он стремился пронзить пелену иллюзий, чтобы раскрыть их истинную природу души. В то же время он готов был помочь любому в любом состоянии. Для него было неважно вера, каста, цвет кожи. У него была сильная дружба и любовные отношения с людьми другой веры и расы, и это приносило в его жизни много пользы и расширяло границы. Он создавал свои альянсы. Его манила Африка, Америка и Индия. Он хорошо себя чувствовал в засушливом климате или, участвуя в экспедициях в знойную жаркую погоду, легко мог сесть на страуса или на слона во время своих путешествий. Он был первопроходцем и настоящим трудоголиком, обладал энтузиазмом, амбициями, выносливостью, и поэтому у него не было сострадания к другим, которые не обладали такими же чертами. Был очень плодовит в своих делах, мастерски расправлялся с конкурентами, обладая терпением и выдержкой, боролся до последнего победного момента. Из-за колонизаторского характера, куда бы ни приходил, он хотел все сосредоточить на себе и создать свою собственную империю. У него были силы для победы, он ставил цели, одерживал победу и становился победителем. Имел сильные ноги, но в какой-то момент в жизни он травмировал колено или растянул лодыжку, и это было периодом временного перерыва в его делах. Он всегда находился в поиске ответа на вопрос об истинном происхождении Вселенной и о том, кто создал все это существование. Индуистский праздник Макара-Санкранти, посвященный солнечному божеству Сурьи, отмечается ежегодно 14 или 15 января. Праздник Гуру Пурнима отмечается ежегодно в день полнолуния месяца Ашатха. В этот день верующие совершают ритуальное поклонение гуру, выражая ему свою благодарность. По лунному индуистскому календарю месяц Ашатха начинается с 22 июня и заканчивается 22 июля. Инаугурация президентов США происходит 20 января, когда Солнце находится в утро Ашатхи. Лечебные средства, надлежащий стоматологический уход за своими зубами, наличие статуи или картины золотого мангуста на северной стороне в доме, развивать навык тайм-менеджмента, практиковать аскезы. Профессии, политики, чиновники, бизнесмены высокого ранга, организаторы, юристы, судьи, проповедники, священники, духовные наставники, военные, агенты служб безопасности, спортсмены, исследователи, первопроходцы, доктора. 4 пады утра Ашатхи. Стрелец. Прекрасное расположение, которое дает человеку уверенность, праведность и делает его очень оптимистичным. Здесь есть потенциал достичь очень больших высот. Человек получает плоды хорошей кармы из прошлой жизни. Козерог. Человек должен больше концентрироваться на своих навыках и талантах. Сосредоточиться на том, что делает его душу счастливой, а не следовать массовым тенденциям, не притворяться кем-то другим, чтобы получить хвалу от окружения. Человек очень эмоциональный, заботливый и любящий. Водолей. Человек может быть очень привязан к своей семье. Здесь есть возможность зарабатывать на своих усилиях,
Поэтому человек очень сильный, он здесь для того, чтобы заниматься каким-то видом самосовершенствования и достичь больших результатов. Прошлая жизнь может войти в его жизнь в виде друзей, чтобы помочь ему каким-то образом. Рыбы, могущественное расположение, где есть очень плодородная почва для развития принципов духовности и ее связи с аскетичностью и одиночеством. Если человек сбалансирует материальную и духовную сторону в жизни, то это сделает его очень важным, самоотверженным, всегда готовым помочь людям. Человек может стать очень хорошим целителем, учителем, судьей или адвокатом. 22-я Накшатра Шравана расположена в знаке Козерог. Планетарный владыка – Луна, главенствующее божество Вишну. Символы Накшатры – ухо, три следа. Шравана представлена тремя яркими звездами – созвездие Орла, которое символизирует треугольник или три шага, который сделал Вишну в своем воплощении Вамана. Главенствующее божество Вишну – это воплощение всех 12 сыновей Бога. Он таким образом представляет собой зодиак. Вишну считается одним из самых важных богов и формирует святую триаду Шивой и Брахмой. Он контролирует процесс сохранности и созидания в мире и дарует людям Шраваны знания и способность выходить за границы восприятия и видеть свое перерождение с новой точки зрения, позволяет выйти за пределы материального мира и устраняет препятствия на пути в развитии души. Символ уха символизирует слушание. Шравана должна внимательно прислушиваться ко всему, иначе она может упустить самую важную информацию, советы и мудрость своей жизни. Ухо также демонстрирует способность слушать божественные звуки, выходящие за рамки обычных 5 телесных чувств. Барабанная перепонка состоит из 3 слоев – наружного, среднего и внутреннего, которые имеют связь с 3 шагами. Символ след 3 шагов связан с 5-й реинкарнацией Вишну. Ему потребовалось 3 шага, чтобы рассеять высокомерие, желание и прошлую карму короля Махабали, которые создавали препятствия на пути к истинному знанию. 3 шага нужно было совершить Вишну, чтобы установить порядок во Вселенной, возвратив небеса богам, а землю людям. 3 шага – тройной закон, на основании которого поддерживается гармония в мироздании. Планетарный владыка – Луна. Лунная энергия достигает Шравани пика, и ум должен научиться равновесию и покою, а Козерог помогает душе познать ответственность перед этим миром. Душа здесь принимает высшие знания, чтобы познать духовность и понять важность самореализации. Шравана имеет способность влиять на массовое сознание, так как Луна и Сатурн тесно связаны с массами и массовым сознанием. 10-й дом гороскопа, который сходен по энергетике со Шраваной, дает позицию и влияние для того, чтобы человек мог нести в массы универсальные ценности. Число 22 в древних мистических школах считается новым началом или нулем. Втара – это карта глупец, означающего кого-то, кто бросился в новую неизвестную ситуацию, не заботясь о прошлом, будущем или последствиях. Если человеком управляет вселенский разум, тогда его действия необходимы и плодотворны. Но если им управляет эгоизм, то последствия будут плачевны. Высшее проявление здесь – это поддержание универсальных законов любой ценой. Животное Накшатры – обезьяна. Обезьяны раскачиваются и перепрыгивают с одной ветки на другую для путешествий. Им нравится жить высоко, на ветвях деревьев. Они чрезвычайно умны и способны очень быстро учиться и адаптироваться. Они также очень любят гигиену и будут чистить друг друга от жуков, вшей и других тварей в их шерсти, что позволяет им общаться. Они очень хороши в мимикрии. Хануман – это бог, который появлялся в образе обезьяны и смог выдержать испытания Сатурна. Представители Шраваны, погруженные в духовные практики, получают иммунитет во время периода сади-сати. Шравана означает слушание и является важной частью в процессе духовного обучения. В древние времена священные тексты передавались вербально от учителя к ученику. Шравана – это накшатра абсолютного молчания. Только полюбив себя, человек, находясь в тишине, может увидеть правду, когда ему не мешают жизненные какофонии звуков. Он может видеть через призму жизненных иллюзий, слушать и слышать – истинный талант. Овладение этим навыком дает возможность воспринимать и понимать невысказанное. Прошлая жизнь. Высокая, худощавая,
У нее было приятное поведение, и она производила невинное, дружелюбное впечатление на окружающих, проявляла ум и сообразительность в достижении своих целей и держала свое слово, имела хорошую репутацию и занималась благотворительностью. У нее была многогранная, сладкая и нежная речь, и была прирожденным магом и гипнотизером. Она видела сны, включая свою прошлую жизнь. Воспоминания о прошлой жизни и о смерти приходили к ней. Могла просыпаться среди ночи, испытывая ночные кошмары и фобии. Иногда приходили депрессивные состояния. Она была чувствительной, имела сенсорное восприятие. У нее был невероятный доступ к различной информации, владела огромной библиотекой в доме, была сострадательна и сосредоточена на изучении, соединяла одно с другим и могла понять суть происходящего. Используя зеркала, соединялась со своими предками и путешествовала в другой реальности ради будущего потомства или в помощь своим предкам, шла на определенные аскезы своей жизни, так как понимала уникальность полученной информации, которая приходила от Всевышнего. Дисциплина, хорошие учителя, совершенство в делах и долгосрочные цели были приоритетны в ее жизни. У нее были 3 попытки, когда она сдавала экзамен, 3 возможности продвинуться в обществе, 3 переезда в жизни, 3 повышения благосостояния. Ее гуру жил в 3 часах езды от нее. Она 7-мильными шагами в далеких странах покоряла окружающих, занимая высокие положения, и имела дело с 3 различными проектами своей жизни. Вокруг себя она собирала единомышленников, чтобы они смогли сформировать общий путь. Была социально активной и тесно связана с массовыми коммуникациями, путешествовала и читала лекции. Много переводила информации с одного языка на другой, но была проблема – это неуловимая капризность и желание слушать о себе только хорошие вещи. Также на ее жизненном пути стала очень сильная личность, которая создавала определенные преграды. В духовном месте она могла сделать вдох и услышать то, что произойдет прежде, чем сделает свой следующий шаг. Она слышала голоса ангелов. Из прошлого поступало много информации, которая информировала ее совершенно уникальным образом, и ей действительно нужно было прислушиваться. Однажды она не стала слушать, и в тот момент что-то пошло не так. Ее обманули, она потеряла часть наследственной земли. Впоследствии она поняла, слушая, слыша, она может спасти не только себя, но и близких. У нее был свой пульт, своя связь с космосом, энергетическая связь с душами. Ее медитации, молитвы и просьбы о помощи были услышаны. У нее была некая асимметрия в теле, что отражалось в хромоте, но она любила ходить на большие расстояния, совершать паломничество и подниматься к храмам. Она поклонялась стопам Вишну. Любила классические танцы, музыку и получала умиротворение, слушая и понимая звуковые нюансы. Слышала свое бьющееся сердце через тишину, и ей открывались акаши. Лечебные средства, лекарства всегда слушать. Слушать, прежде чем выносить какие-либо суждения, давать ответы или принимать решения. Прислушиваться к советам своего супруга, когда речь идет о земле, собственности или недвижимости. Другое средство – ходить особенно босиком по траве. Совершать паломничество. Прикосновение к стопам матери, отца, супруга или гуру – это вид особого благословения. Содержание книг в хорошем состоянии. Пожертвовать 3 организациям, помочь 3 учителям. Профессии. Работники в сфере образования, работники радио и телевидения, работники гостиничного и ресторанного бизнеса, целители и врачи, советники, работники благотворительных организаций, профессионалы, занимающие исследованиями древних традиций, и люди, занимающие организаторские позиции в малых и крупных корпорациях. 4 пады Шраваны. Овен. Для человека важна карьера. Он амбициозен, логичен и инициативен. Он должен отпустить свое эго, но любовь к себе также важна. Необходимо научиться иметь баланс в жизни. Телец. Человек обладает дипломатичностью и тактичностью. Необходимо научиться контролировать свое эмоциональное поведение, чтобы избежать неуверенности, страхов и обрести стабильность. Человек может быть отстранен от семьи и больше заботиться о материальных вещах, богатстве и успехе, и, не задумываясь, инвестировать не всегда в прибыльные проекты.
есть склонность работать в музыкальном бизнесе или в сфере развлечений. Близнецы. Человек любит учиться. Он изобретательный, гибкий и обладает прекрасными ораторскими способностями. Необходимо научиться говорить правильные вещи в нужном месте, не следовать двойственному пути, выбрать дхармический путь и обрести мудрость. Предпочитает работать в средствах массовой информации или в профессиях, связанных с коммуникациями. Рак. Человек сочувствующий, понимающий и восприимчивый. Необходимо стать практичным и терпеливым в жизни, отпустить обиды и прошлое и сосредоточиться на своей карьере, работа в общественных организациях или в гостиничном бизнесе. Кету в Накшатре Дхаништха и прошлая жизнь. 23-я Накшатра Дхаништха расположена в знаках Козерог и Водолей. Планетарный владыка – Марс, главенствующее божество. Васу – символы Накшатры, барабан и флейта. Созвездие Накшатры Дельфин соединяет знаки Козерога и Водолея, и, соответственно, 10-й дом, который относится к карме, и 11-й дом к соответствующим плодам кармы. Дельфины являются самыми умными и доброжелательными и известны своей таинственной улыбкой. Главенствующее божество Вассу – это 8 элементов, через которые боги представляют аспекты природы и природные космические феномены. 8 Вассу – Апас – вода, Сома – луна, Дхара – земля, Анила – ваю, ветер, Анала – Агни – огонь, Пратьюша – рассвет и Прабхаса – эфир неба. Эти божества проявляются на разных уровнях, чтобы вести душу в сторону ее истинного назначения. Планетарный владыка – Марс, планета отваги и действий, которая помогает победить внутренних демонов и внешних врагов в виде материальных желаний. Символы Накшатры – барабан и флейта – отбивают чьи-то чужие ритмы. Барабан Шивы и флейта Кришны указывает на способность слышать божественную музыку. Флейта и барабан полые внутри, поэтому для людей важно научиться писать свою собственную музыку и наполнить свою жизнь любовью, так как в противном случае они будут ощущать пустоту и фрустрацию внутри себя. Барабан также связан с барабанной ушной перепонкой и с ритмом сердца, сердцебиением. Накшатра Дхаништха – звезда симфонии. Дхани означает «богатый», а Ишта значит «завершенный», а также переводится как «очень известный». Дхаништха богата духовно и материально. Альтернативное имя Накшатры – Шарвишта, что означает «наиболее известный» или «слышащий». Животное Накшатры – самка льва. Главная охотница – самка льва является планировщиком, охотником и поставщиком. Она готова рискнуть своей жизнью ради своей семьи. Прошлая жизнь. Когда-то человек был божеством, но ему пришлось родиться на земле из-за неблагородного поступка и последующего проклятия. Мать его имела брачный договор с его отцом. У нее были свои тайны, с которыми отец в конце концов не смог смириться, и союз был расторгнут. У человека с матерью была очень сильная потусторонняя связь. Он понимал, что его родила особая мать. Она была воплощением сверхъестественной силы, и был ритуал появления его в этом мире. Со стороны, казалось, она была жестокой по отношению к нему. У него был элемент тоски от того, что попал в ловушку человеческого тела. Он находился между двумя мирами, между жизнью и смертью, ощущая свою фатальность. Он вырос с отцом и с мачехой, был сводный брат, но также аборты и выкидыши преследовали его семью. Ради счастья отца он дал клятву, которая отразилась на всей его жизни и сковала его жизненный путь. Он всегда жил прошлым и не был готов из-за клятвы действовать в настоящий момент. У человека было сияющее выражение лица. Он излучал уверенность и благородство. Его привлекательная улыбка действовала подсознательно на собеседника. Он следил за своей осанкой, демонстрируя миру свою уверенность, ощущал себя комфортно в любой компании. Он любил общаться с людьми и быть частью высшего общества. В некоторых ситуациях у него был блуждающий, манящий взгляд. Обладал особым размеренным видом речи и был очень конкретным в высказываниях. Он имел хорошие чувства ритма и времени, имел спортивные наклонности и наслаждался музыкой и танцами. В его жизни была трагическая любовь, имел проблемы в браке и постоянные семейные неурядицы. В момент зачатия детей
не было любовного соития, это был вынужденный союз для продолжения рода. Брачные отношения какое-то время поддерживались на контракте. После развода он принял обет безбрачия. Он больше всего в жизни был влюблен в достижение результата и скорее был женат на своем обете. Обладал организаторскими способностями и ставил перед собой долгосрочные цели, которые выполнял любой ценой, был дисциплинированным и непреклонным. Его имя было известно во всех частях света. Оно развеивалось с ветром, попадая в уши людей. В его жизни была и слава, и признание, и богатство. Он был предан своему клану, семье, отцу и своим обещаниям, даже если понимал, что был на неправильной стороне закона, мечтал о славной смерти. Защищая свой род, он гонял в ужас своих врагов, и, мотивированные страхом, они отдавали ему самое ценное в жизни, включая своих дочерей. У него была мистическая способность заставлять других делать определенные вещи без их желания. Это происходило через его слова. Он контролировал и управлял любым переговорным процессом, был чрезвычайно богат, включая многочисленные земли, недвижимость, драгоценности и ценные бумаги. У него был великий учитель, был благословен и мог встречаться с мудрецами, владел искусно оружием, и ему передали тайные знания. Он владел алхимией и понимал стихии. Трагедии в семье происходили при пожаре, а также несчастных случаев на воде. Его мучила бессонница, были проблемы со сном и с ритмом его сердца. В конце жизни к нему пришло осознание, что на самом деле он ничто. Он состоит из недостатков, и те клятвы и дхарма, которые он так следовал всю жизнь, были иллюзией и ошибкой, которые привели в итоге к печальному концу его семьи. Приняв обет, он взял на себя самовластие, казавшееся для него в тот момент благородным поступком. Он служил и помогал не всегда достойным людям, так как был ослеплен, думая, что выполняет дхарму. Однажды он превысил предел, пересек некоторую черту, вторгаясь в чужие границы и судьбы других людей. Его влияние имело в итоге плохие последствия. Он уже не мог контролировать обрушившиеся на его семью печальные события. Осознал, что все в руках Божьих. И терпеливо долго ожидал благоприятного периода, чтобы открылись небесные врата, и он покинул этот мир. Соединение Марса с Сатурном – это таймер жизни, считывающий пульс и показывающий, когда остановится сердечный ритм. Это яма-йога, указывает, когда подойдет срок. Есть древнее поверье, если кто-то умирает, когда Луна проходит накшатру Дхаништха, рекомендуется заказывать специальную пуджу и произнести особые молитвы, чтобы душа не забрала за собой еще 2 членов семьи. Лечебные средства – не навязывать свою волю другим, не давать обетов и клятв. Так или иначе, в этой жизни или в другой, придется выполнить эти обещания, помогать и защищать детей, делать пожертвования в детские дома, помнить о важности момента зачатия для рождения здорового и благословенного ребенка, следить за своим сердцем. Благоприятно иметь в доме барабан или флейту. Игра на них может принести ритм в жизнь вместе с богатством. Благодатно посещение реки Ганги. Уважительное отношение к учителям поможет избежать нежелательных последствий в жизни. Профессии. Работники индустрии развлечения, музыканты, барабанщики, танцоры, спортсмены, военный персонал, работники в сфере недвижимости, также профессии, которые связаны с большими деньгами. 4 пады Дхаништхи. Лев. Есть некоторая незавершенная карма по отношениям к людям. Цель в этой жизни – защищать свою супругу или свой союз, а также что-то делать бескорыстно для людей, вести социальную работу. Дева. Будет обладать высоким уровнем желаний и действовать как духовный воин, который понимает, что необходимо закончить все незавершенные кармы и обязанности в этом мире. После можно будет расслабиться. У человека будет желание поселиться около дикой природы, рек, гор. Весы. Желание иметь настоящую любовь в этой жизни. Но прежде необходимо будет полюбить себя и научиться поддерживать баланс. Скорпион. Захочет углубиться в исследования. Будет искать энергию через карьеру. Будет желание зарабатывать большие деньги в этой жизни, но не привязываться ни к кому.
Кету в накшатре Шатабхиша и прошлая жизнь. 24-я накшатра Шатабхиша расположена в знаке Водолей. Планетарный владыка Раху, главенствующее божество Варуна, бог небесных и земных вод. Символы накшатры – пустой круг. Главенствующее божество Варуна – бог космического закона, океана и неба. Он правит тайными подземными водами, ассоциируется с оккультными способностями, секретами и судьбой. Варуна господствует в западном направлении. Он также является повелителем подземного мира и исцеления. Считается, что у Варуны 1000 глаз, которые являются звездами ночного неба. Он несет горшок с нектаром бессмертия, амритой, и обладает способностью даровать жизнь и побеждать смерть. Символ бесконечности, Ураборос и цифра 8 также связаны с Варуной. Символ, круг, показывает, что такие люди хотят быть в пределах и окружены какой-то защитой от мира. Он может показать замкнутый круг, такой как группа, культ, сообщество, где индивидуум получает скрытую информацию. Также может представлять собой черную дыру, так как она пуста и темна в центре. Животным является лошадь. Лошадь – это животное солнца, и поклонение ей может уничтожить много кармических поступков. Лошадиные антитела используются при лечении змеиного яда. Человек был твердым и непоколебимым, и свободным от катастроф. Он был в своем круге защиты, понимая, что в обществе, где множество, то единство могло быть потерянным. Он был из древней школы целителей, был обучен оставаться в центре своего круга. Его способность исцелять заключалась в том, чтобы сделать другого человека самодостаточным, а не зависимым от него. Когда он отдавал свои силы, то мог заболевать умственно и физически. Его не могли купить или сделать чьим-то спутником. Он обладал долголетием и заботился о Боге внутри. Он не хотел, чтобы от него зависели. Зависимость – это привязанность ашлеши, которая может стать ядовитой. Его практика заключалась в том, чтобы сохранить свою шакти и чистоту и направить человека в центр своего круга. Жил в уединенном месте, его дом был окружен высоким забором, так как стремился ограничить свою жизнь от посторонних глаз. У человека была великая способность обнаруживать то, что скрыто, находить потерянное или спрятанное. Человек был мастером секретности, его мысли невозможно было прочитать, поэтому никто никогда не знал, о чем он думает и в какой заговор он мог быть вовлечен. Состоял в секретном обществе или ордене, где обменивался секретами, знал многомерные действия, размерные слова, которые давали возможность перейти в различные измерения, порталы. Он мог быть здесь в один момент, а на самом деле мог зайти в портал в тот же момент и путешествовать во времени, и попасть в другую часть света. Этот вихрь в пространстве он действительно мог превзойти. Обладал многими методами защиты, ритуалами. Один из них был круг бесконечного пространства или всеобъемлющее ночное небо Варуны, правителя темного солнца и владыки западного направления. Круг также был его орудием, арканом лассо. Он использовал его, чтобы схватить ничего не подозревающую жертву. Он не испытывал угрызения совести, наказывая тех, кто идет против космических и небесных законов. Он обладал суровой, карающей способностью, наряду с милосердной и сострадательной. Теневая сторона накшатры, если вступала в силу, то человек в прошлой жизни мог быть главой преступного мира или заниматься производством алкоголя, иметь виноградник, иметь большую толерантность к одурманивающим веществам, которые помогали ему убегать от реальности и уходить внутрь себя таким образом, занимаясь медитацией. Что считалось пороком для общества, для него не имело значения, зная, что этот мир не имеет настоящей чистоты. Главный этап исцеления, который он прошел в своей жизни, это честность перед самим собой. Второй этап была любовь, которая самоисцеляла. Легко касался прокаженных, помогал бескорыстно и не прикасался к деньгам. Мог развивать определенные ситхи, быть магом или астрологом. В человеке было много мистических сил и исцелений. В его жизни была великая клятва. Он прошел ритуал. Каждый ритуал происходил по кругу или вокруг чего-то. Совершив ритуал союза любви, он мог пройти Млечный Путь при помощи Арьямана, королевский путь Арии, того, кто соблюдает все ритуалы и традиции, обладая ритуальными навыками баланса разума и тела и очищения. У человека была связь со звездами,
чтобы уйти и отправиться в другой мир. Он чувствовал естественный поток времени, оказываясь в нужном месте, в нужное время, вовремя. Он мог ждать своего часа, чувствуя, в какое время должно свершиться что-то по космическому закону. С собой носил защитный амулет в виде янтры или мандалы. У человека был дар, связан со слезами. Он мог быть связан с кем-то судьбой. Молясь или держа пост и плача за кого-то солеными слезами, происходили чудеса, и молитвы его были услышаны. В какой-то момент времени мог быть вовлечен в любовный треугольник со своим неразлучным другом. Человек должен был усвоить урок истины и не давать обещания, которые не смог бы выполнить. Нарушив концепцию обещания, он получил неизлечимую болезнь или возвратился в цикл рождения, туманности и неопределенности, в колесо сансары. В глубине души он был очень справедливым, обладая моральными ценностями, и даже если он пошел против своего отца или детей, то сделал то, что было правильно согласно космическому закону. Шатабхиша связана со столетним космическим законом, с кармой, которая передается через поколения. Сначала предки упорно трудятся, после получают благословение, увеличивают свое богатство, земли, потом происходит наслаждение благословениями и последующая потеря. Ворона терпеливо ждет накопленную карму определенного рода, так и в целом, когда человечество пересекает дозволенную границу, он реагирует, вызывая потопы или землетрясения. Если Луна проходит через эту накшатру или в последний из 5 накшатр в момент смерти человека, то в течение 2 лет могут последовать еще 2 смерти в родне. Накшатра, находясь при рождении в той или иной планете в связи с символом круга, может ограничить ее действие и владыку дома, дав эффект обнуления. Например, Юпитер в 5-м доме может дать проблемы с рождением детей. Лечебные средства накшатры. Наличие камеры видеонаблюдения, направленной на Запад, начинает воплощать в жизнь позитивные желания человека, содержать забор дома в исправности, избегать ночных вечеринок, так как могут стать жертвами изнасилования. Соленая вода – лучший элемент исцеления, таинственные целебные воды океана и Красного моря. Профессии: целители, маги, астрологи, ученые, работники аэрокосмической отрасли, спортсмены, баскетболисты, полицейские, убийцы, шпионы, производители одурманивающих веществ, духовные наставники, космические странники, аватхуты, великие души, египетские божества с царским головным убором фараонов, урий, символом пробужденного мастера кундалини, связанного с тысячелепестковым лотосом, со сахасрарой чакрой и пониманием вселенских законов. Кету в накшатре Пурва Бхадрапада и прошлая жизнь. 25-я накшатра Пурва Бхадрапада расположена в знаках Водолея и Рыбы. Планетарный владыка – Юпитер. Главенствующее божество – Аджая Капат. Символы накшатры – 2 лица, двуликий человек, передние ножки погребальной кровати. Божество Аджая Капат означает «одноногий нерожденный» и часто рассматривается в форме одноногого козла. Аджая Капат является одним из рудр и огненным драконом. Огонь, который связан с погребальными обрядами, его можно считать духовным огнем, очищающим душу. Божество также связано с молниями, бурями, черной магией и экстремальными оккультными группами, такими как Акхори и другими экстремальными практиками йоги или тапаси. Аджая Капат оснащен трезубцем и показан с оленем, так как в мифах Рудра пронзил голову Брахмы, который преследовал свою дочь Сарасвати в образе оленя. Поскольку он стоит на одной ноге и связан с медитацией, аскезой, он также связан с Риши и Муни, практикующими медитацию, стоя на одной ноге. Суровая форма медитации или практика тантры левой руки связана с этой накшатрой. Символ накшатры – 2 лица или двуликий человек, поэтому сильным качеством человека является способность менять свои взгляды, ответы, личность и мышление. Может показывать полярность и раздвоение личности у человека. Также это может интерпретироваться как нахождение в 2 мирах. Также человек в прошлой жизни мог быть одним из близнецов в семье. Символ передней ножки погребальной кровати заключается в том, что человека интересует паранормальные явления и смерть. Может проявлять интерес к патологии и к тому, как функционирует организм. Человека могут привлекать старые и мертвые предметы в культе.
Животное Накшатры лев известен своим рыком, и когда человек расстроен, прижат к стене или зол, он будет рычать и кричать, чтобы выразить свою точку зрения, что может быть очень эксцентричным для других. Подобно льву, который бросается на свою жертву, он будет бросаться на того, кто становится добычей перед ним, будучи хищником. Бог Нарасимха, наполовину человек-полулев, аватар Господа Вишну, имел цель спасти своего ребенка, преданного Прохлада, от его отца Хираньякашипу, поэтому в прошлой жизни человек мог быть защитником детей. У человека было много волос на теле, но его так называемая грива или волосы на голове интересовали и привлекали большее внимание. Он всегда был озабочен своей прической. Любил чувствовать боль в своем теле, такую, как глубокий массаж, иглоукалывание иглами и тому подобное. У человека в прошлой жизни была травма ноги, где ему пришлось какое-то время находиться на одной ноге или в инвалидном кресле. Его привлекала натуральная медицина, травы и акупресура. Из-за связи с Рудрой человек любил медицину, особенно потому, что она связана с жизнью и смертью и суровыми ритуалами. Человек мог заниматься расследованиями или любил смотреть шоу, связанные с расследованиями убийств и серийных сталкеров. Если другие планеты в карте негативно влияли на действия человека, то он сам делал такие вещи вместо того, чтобы бороться с ними. Человек был диким, и ему нравилось то, чего не понравилось 90% людей. Например, если многим нравится классическая или поп-музыка, то человек бы слушал панк-рок, хэви-метал или андеграунд. В прошлой жизни человек мог заниматься процессиями похорон и погребения, участвовать в войне, причинять разрушения, изучать смерть, исследовать паранормальные и призрачные вещи. Человек мог быть отверженным брахманом, потому что он был свирепым. У него не было никаких эмоций, которыми он мог бы пожалеть другого для осознания Бога. Либо вы приходили и дисциплинировались, получали знания так, как он давал, либо уходили. Это Дургадари, тот, кто обладает энергией Дурги. Значение Дурги – недостижимое, что-то, что не из этого мира, измерения или вселенной. Вот почему реализованные мастера говорят, что Дурга будет слушать своего преданного только один день в году, а затем вернется в свой мир. Пурва-Бхадрапада в Кету может нести негативные аспекты, человек пройдет много трансформаций. Возможно, человек будет не способен сосредоточиться, так как Кету принесет отсечение. Накшатра свирепая имеет дьявольскую энергию. Пурва-Бхадрапада представляет темную сторону жизни, все неурядицы, всю карму. Поэтому, когда Кету в этой накшатре, это ясно показывает, что человек прошел через многое в своей прошлой жизни. Это была не очень легкая жизнь. Человек прошел через много трансформаций, событий, взлетов и падений. У Кету нет головы, нет логики, и когда человек ошибается, берет неправильный тип руководства, направления, человек находится в компании неправильных людей, то определенно человек не может сделать правильные вещи. Для человека важно в этой жизни понимать, в какой компании он находится, принимать правильный тип руководства. Человек может пройти через множество переживаний, боли, травмирующихся событий и несчастных случаев любого рода. Если Юпитер хорошо расположен в карте, то в один из моментов жизни человек получит поддержку и помощь. Так как Накшатра управляется Юпитером, человек получил в прошлой жизни знания и мудрость, то и в этой жизни, если Юпитер или Сатурн хорошо расположены, дадут хорошие результаты. У человека может быть желание, чтобы стать не таким, как был раньше, желание простой и спокойной жизни. Напротив, расположенный Раху во Льве даст интенсивное желание, чрезмерное размышление о проблемах. Любое событие, происходящее с человеком, будет касаться его души, ломать его изнутри. Важно научиться исцелять себя, медитировать. Проблемы с черной магией могут происходить, поэтому человек должен быть осторожным с этим, так как эта накшатра относится ко всем видам оккультных практик, ко всем видам черной магии. Это накшатра Акхори, и человек может быть заинтересован, чтобы стать Акхори или быть преданным Шивы, особенно если пудра Бхадрапада находится в знаке Водолея. Человек не сможет заводить друзей, или люди будут его игнорировать или обманывать. Будет происходить несовместимость и невозможность приспособиться. Человек очень скрытный, и никто не знает, что у него на уме. Человек может показывать другое лицо другим людям, но отличаться изнутри. Поэтому у человека есть двуликость, двойственность. Накшатра о разрушении, о буре, о боли. Когда на Земле происходит разрушение, катаклизмы, землетрясения, войны, все это связано с Пурва-Бхадрападой. Так что определенно в прошлой жизни что-то произошло с человеком, что полностью изменило его. Он перенес всю боль, и теперь в этой жизни он должен отпустить ее
И у человека такой тип души, где могут быть эти тенденции. Но так как Накшатра находится в Кету, человек будет скрывать, не показывать все это, независимо от того, сколько боли у него внутри. Но человек не покажет эту сторону другим. Он не даст людям знать, что происходит внутри него, какая буря, хаос бушует. Могут быть проблемы с эго, которые надо решить. Человек может стать преданным богине Дурги, человек может привлечь в свою жизнь все темные божества, ритуалы, тантры и разрушительные тенденции. Это может увлечь его. Но так как Накшатра в Кету, человек уже это мог проходить в прошлой жизни. Поэтому наоборот, зная реальность жизни, осознавая все это, понимая боль других, человек может пойти по другому пути и стать очень искренним и верным человеком. Человек очень чувствительный, поэтому ему необходимо оберегать и защищать свою энергию от негатива этого мира настолько, насколько это возможно, потому что это может сильно повлиять на него, и человек действительно может пострадать от энергии других людей. Поэтому человек должен поддерживать себя позитивными вещами в жизни. Есть еще один символ Накшатры, как один луч солнца или один луч надежды. Поэтому не стоит зацикливаться и не давать боли управлять своей душой. Человек должен научиться отпускать, относиться к вещам с легкостью и не думать об этом. Человек может быть скупым, когда дело доходит до денег. Человек захочет копить, откладывать все больше и больше денег. Ему необходимо убедиться, что он садится на крепкий стул, потому что человек может столкнуться с проблемами из-за шатких стульев или стульев со сломанными или треснувшими ножками. Когда это происходит, следует немедленно сменить стул. Профессии. Пура Бхадрапада дает человеку огромный интеллект. Человек может пойти в область электронных средств массовой информации, где он делает какое-либо изобретение или любое исследование. У человека может открыться интерес к оккультному мистицизму, магии, похоронным процессиям, медицине. В прошлой жизни человек получил знания и также был вовлечен в эти области. 4 пады Пурва-Бхадрапады. Овен. У человека могут быть проблемы с гневом, он может быть очень агрессивным. Если есть эта черта, человеку придется с этим справиться, научиться успокаивать себя, балансировать и стать более скромным. Телец. Человек сильно увлечен материальной стороной жизни. Могут быть проблемы в семейной жизни, или у человека могут возникнуть большие расходы, и он не в состоянии сохранить свои деньги. Человек может быть не в состоянии управлять своими ресурсами, или перерасходовать, или переэкономить. Необходимо научиться держать баланс. Близнецы. Человек не в состоянии правильно выразить себя, и это заставляет его слишком много думать, анализировать. Но человек получит правильные знания, мудрость в этой жизни, так как, напротив, Раху в Стрельце. Рак. Человек прошел через множество эмоциональных потрясений в прошлой жизни. Возможно, через многое из того, что в основном связано с эмоциями. Что-то могло произойти в его доме, потеря матери или близких, или его эмоции были задеты кем-то. В этой жизни человек станет практичным, но все же негативное представление о жизни или пессимистичность может присутствовать. Человек может захотеть сосредоточиться только на своей работе. Кету в Накшатре Утра-Бхадрапада и прошлая жизнь. 26-я Накшатра Утра-Бхадрапада расположена в знаке Рыбы. Планетарный владыка Сатурн. Главенствующее божество Ахирбудхня, змей-глубин, символ задней ножки погребального ложа. Накшатра Утра-Бхадрапада обеспечивает дожди и, следовательно, необходимый элемент для поддержания жизни на Земле. Планетарный владыка Сатурн здесь уже не суровый учитель, а мудрый старец, который учит посредством терпения, упорства и собственного примера. Утра Бхадрапада считается также Накшатрой Лакшми. Богиня Лакшми всегда находится у стоп бога Вишну, который обитает в Молочном океане первозданных вод. Мудрец Нарада решил спор между Лакшми и Сатурном, решая, кто из них велик, дипломатично заявив, что оба они равны в том смысле, что при входе Лакшми выглядит великолепно, а при выходе Сатурн кажется великим. Божеством Накшатры является Ахирбудхня, водный дракон, который спит на дне океана. Он считается сыном Вишвакармы, небесного архитектора. Ахирбудхня – это облако или змей атмосферы. Он представляет воду в виде дождевого облака. Святая вода, используемая в храмах и церквях, представляет эту воду и может проявлять энергии Накшатры. Символ задней ножки погребального ложа обозначает бессознательное, сны, видение и смерть. Животным Утра-Бхадрапады является корова, которая также устанавливает связь с божественной коровой Камадхену, исполняющей желания и дарующая ситхи.
Эта накшатра показывает высокую интуитивную энергию в различных областях, таких как консультирование, письмо, поэзия, пение, танцы, и вдохновляет других следовать по определенному пути. В прошлой жизни человек был трудолюбивым и накопил духовные заслуги, получил прогрессирующие уроки в медитациях, в пробуждении кундалини, мог даже обладать даром менять погоду. У него существовала сильная связь с природой и окружающей средой. Он любил быть в горах или около воды, чтобы чувствовать себя умиротворенно. Ему нравились корабли, яхты, лодки, подводное плавание. Он подсознательно хотел стать морским существом. Человек обладал глубокими пониманиями и знаниями, мог быть экстрасенсом или заниматься ченнелингом. У него возникали картинки, созерцательный мистический текст или слышал чей-то голос. Происходило интуитивное понимание в подсознании, что соединяло его с изначальной кармой. В его жизни долго не было ребенка, но в какой-то момент пролился дождь милости судьбы. Что-то вмешалось, или наука, или другое необъяснимое событие. Первенец был рожден с обвитой пуповиной, или у матери было многоводие. В момент рождения могли происходить события, связанные с бабушкой. Она могла попасть с отравлением в больницу. Происходили проблемы со связью, с общением, с разрешающими документами. Человек иногда был как испорченный телефон, передавая искаженную информацию. На каком-то этапе в жизни был вынужден преподавать или передавать дальше информацию, знания, нравилось ли ему это или нет, так как ему надо было быть как гуру в своей жизни. Его жизнь начинала налаживаться и стабилизироваться около 30-40 лет. Человек тогда мог получить разрешение и начинать понимать устройство мироздания. Ему необходимо было сосредоточиться на чем-то одном. В противном случае он терял энергию и эффективность от желания действовать многозадачно. Был чрезвычайно скрытным в отношении своих навыков, связей и богатств. Прятал свои сокровища в надежных местах, куда у других не было доступа. Мог употреблять психоактивные вещества и иметь связи с преступным миром. Он имел проблемы со сном. Ночью, если человек попадал в больницу, могла произойти операция, и его могли усыпить, сделав анестезию. Был одержим какой-то сущностью, призраком, и обходил различные храмы, чтобы избавиться от нее. Человеку пришлось провести ночь в храме. Изначально, еще в утробе матери, он обрел особенные знания, но он знал только половину аспекта знаний. Наполовину у него не было изначальных прав, а незнание могло его уничтожить. Поэтому он в жизни искал, следовал за каким-то таинственным божеством, чтобы открыть следующую главу. Ему пришлось пройти несколько кругов лабиринта, только тогда тайна полностью открылась, и он предался воле Всевышнего и обрел мудрость. Ему необходимо было быть осторожным с волнами океана, они могли поглотить его. Он омывал свои ноги водой перед тем, как вступить в свой дом или в храм. Кету в Уттрабхадрападе говорит о том, что человек прошел через множество процессов исцеления, трансформации, и он исцелил свою боль, все негативные эмоции в прошлом. Один страх, с которым необходимо справиться в этой жизни, это страх быть обманутым и остаться в одиночестве. Этот страх необходимо отпустить, так как человек должен понять, что все, что уходит от него, никогда не было его, а что его всегда вернется к нему и будет с ним. Необходимо научиться правильно прощать и отпускать. Человек будет стремиться к духовной любви, чтобы была связь с душой партнера. Человек получит божественные переживания и может даже увидеть божественную сущность или соединиться с ней и получить сообщение из духовного мира. Одним из лучших средств для этой накшатры является поклонение богине Лакшми, нагам и пожертвование денег на спасение окружающей среды, кормление рыбок в пруду или дома в аквариуме. Когда человек входит внутрь храма, его правая нога должна войти первой. Профессии: артисты, музыканты, поэты, писатели, исследователи, философы, историки, специалисты по йоге, медитации, тантре, целители, шаманы, гадалки, монахи и отшельники, работники благотворительных организаций, консультанты, работники кладбищ и крематорий. 4 пады Уттрабхадрапады. Лев.
Может возникать страх перед людьми, что сделает человека одиноким и даст негативные мысли. Человек должен научиться помогать людям в этом мире, не гордиться собой и всегда брать на себя ответственность за свои ошибки. Дева. Человек обладает великолепным интеллектом и должен прислушиваться к своей интуиции, но также научиться не сосредотачиваться на маленьких проблемах. Он должен все делать идеально, но необходимо отпускать мелочи и пытаться уметь прощать других. Весы. У человека могут быть некоторые проблемы в отношениях. Человек все делает бескорыстно для людей, но не получает этого взамен. Это может привести человека к нежеланию брака и направить его на духовный путь. Человек захочет быть одиноким, так как его вибрации отличаются от окружающих его людей, и он комфортно будет чувствовать себя в изоляции. Скорпион. Человек будет загадочной личностью, не показывая реальность о себе другим, будет любить много исследовать и углубляться в тайны. Человек привязан к своей семье, и у него будут богатство, слава и деньги. Кету в Накшатре Ревати и прошлая жизнь. 27-я Накшатра Ревати расположена в знаке Рыбы. Планетарный владыка – Меркурий. Главенствующее божество – Пушан. Символы Накшатры – Рыбы, Дамару, Циферблат. Эта Накшатра имеет дело с бесконечностью времени и пространства. Ревати означает выходить за пределы. Планетарный владыка Меркурий в Ревати должен развиться до уровня просветленного Будды. Символизм рыбы показывает цикличный процесс рождения и возрождения. Рыбы с незапамятных времен используются, чтобы показать путешествие нашей души в море Вселенной. Дамару – барабан, на котором играли, когда в деревне объявляли важные новости или приезжали знатные персоны. Он связан со звуком Шивы. Барабан также служил для передачи сигналов на расстоянии, как азбука Морзе. Символ циферблат показывает, что Ревати управляет всем, что увеличивается и нарастает, включая время. Божество Пушан – божественный пастырь, питательная форма бога Солнца, хранитель, воспитатель и защитник всех птиц и животных. Пушан связан с путешествиями – физическими, ментальными, эмоциональными и астральными. Бог, который помогает душе перемещаться из одного мира в другой. Он возвращает свет. Также символизирует луч надежды. При умирании есть возрождение. Пушан ассоциируется с обнаружением исчезнувших вещей и предметов, является хозяином небесных коров, и под его опеку попадают размножение, разведение и опекунство. Животное – самка слона. Слоны – семейные животные с человеческим сердцем. Так же, как и в Харане, люди с Ревати заботятся и охраняют своих детей. У слона отличная память. Они могут обидеться на вас или обнять вас 30 лет спустя. Ревати связана с Кришной и Иисусом Христом и с праздниками Пасха, Питру-Пакша и 1 апреля. Ревати – последняя Накшатра. Она имеет дело с бесконечностью времени и пространства, обладает способностью понимать и даже имитировать энергии других Накшатр. Присущая ей мудрость позволяет увидеть все стороны ситуации и выбрать оптимальный путь. В жизни человек всегда мог чувствовать, что кто-то зовет его, или его пункт назначения находится где-то еще. Он должен отправиться куда-то, или что-то ждет его, что-то скрыто, и что он должен узнать об этом. Поэтому ощущал себя очень таинственным. Он был загадочным для других, и его связь с тайной была интенсивной. Мягкий и преданный по природе, обладал творческими способностями, абстрактным мышлением, жертвенностью, преданностью и чувствительностью. Любил классические знания, литературу, поэзию, музыку. Человек был потомком из богатой семьи или тем, кто спустился прямо с небес. В жизни присутствовало изобилие, богатство и благословение. Человек мог заниматься аграрным хозяйством, иметь лошадей, коз, овец, быть властелином полей и урожаев. Жизненная энергия и питательная сила солнца исходила от него, занимаясь этим. Коллекционировал часы или изготовлял их. Обладал прекрасной памятью, математическими способностями, логически анализировал вещи и их последовательность. Превосходно мог вести переговоры и консультировать. Имел высокий рост, были проблемы с зубами. Любил и заботился о животных и помогал малообеспеченным или ниже по статусу людям. Испытал физическое или домашнее насилие, разочарование, так как он отдавал больше, чем нужно, и не всегда верным людям. Человека никто не поддерживал, и ему пришлось стать опорой самому себе. Ничего просто в жизни не получал. Ему приходилось делать все самостоятельно, создавать себя собственными усилиями,
быть творцом своей жизни. Когда он поддерживал других, то ничего не получал взамен. Происходило в жизни замедление времени. Попадал как бы в другое измерение, в портал, где он мог уйти на час, а вернуться через много лет, или стать свидетелем замедления времени и заглянуть в прошлое или в будущее. Он обладал обоими чувствами времени, линейным и нелинейным. Человек стремился стать единым целым с миром без разделений. На мир смотрел иными глазами, улавливал скрытое, происходящее в музыке, в звуках, которых он слышал, внутренняя алхимия, переходящая во внешнюю и наоборот. Мог увлекаться цигуном. Человек столкнулся с обманом, с потерей энергии. Карма могла проявиться во многих отношениях, будь то изоляция психиатрической лечебницы или нахождение себя в разных мирах, разных местах. Карма, связанная с браком, могла произойти в жизни, описанная в мифе о дочери царя Какудми Ревати и старшего брата Кришны Баларама. Могло быть потеряно время в поиске суженого. В жизни цифра 27 символично проигралась. У человека был сильный поток любви, сила любви, которая позволяла стать единым целым, забывая себя, и в какой-то степени ему сносило голову. Человек растворялся в союзе, имел данные для получения самадхи и высшего проявления тантризма. Будучи единым с миром богов или демонов, то это единение могло привести как к хорошему, так и к плохому. Например, становясь единым целым с Христом, получить эффект стигмата или другой тонкий аспект, как носить одеяние Бога или богини, не нуждаться в еде. Ему было все равно на общие законы, деньги, но он бы не променял эту божественную преданность на руководящую должность или на высокое положение, потому что эта преданность давала ему какой-то смысл. Он не собирался объясняться, потому что у него, очевидно, было какое-то сокровище, которого не было у другого человека. Его могли считать сумасшедшим, как перевернутое вверх ногами дерево, что у него мир перевернут с ног на голову. Проживая жизнь мистика или святого, наслаждаясь, обладая союзом, позволяя быть поглощенным, быть счастливым даже в грозу на улице без одежды – это определенное психическое состояние самадхи, где есть очень тонкая грань, которая могла перейти в безумие, потому что потеря текущей реальности, когда он был в поглощенном состоянии, при неблагоприятных сочетаниях других планет, делала человека опасным, когда нет власти над сознанием, и тогда человек мог становиться далеко не святым. Человек искал способ сбежать от давления обычной жизни, из правил, регламентов, и это могло привести к употреблению различных веществ, расширяющих сознание. Имел отношение к свободе в понимании того, что он разрывал цепи логического мира, желанием углубиться и превзойти что-то. Жизнь рациональности для него становилась постыдной без любви. Он подумывал о побеге из тюрьмы жизни в некотором смысле, чтобы вырваться из установленных рамок. Обладал избытком эмоциональной и основанной на желании энергии, обилием мыслей и мощным желанием, направленным к одному преданному своему фокусу, к объекту желания. Это могло привести к потере связи с реальностью, с потерей контроля, но в то же время иметь больше контакта с реальностью, чем на самом деле считалось в обществе за норму. Был прирожденным целителем, исцелял людей своими словами, своей мудростью. Он чувствовал, что здесь с определенной целью, и когда выполнит свое предназначение, то получит освобождение. Поэтому осознавал, что не должен связывать себя ни с чем из этого мира, потому что он здесь для получения спасения. Человек жил около океана или около гор, путешествовал на круизном лайнере. Переход через океан должен был произойти в его жизни. Океан подсознательно тянул его к себе. Смерть могла быть не совсем естественной, и при погребании человека были совершены специальные молитвы, чтобы освободить душу от физических привязанностей и встретить Святую Троицу. Если человек умирает, когда луна в накшатре Ревати, это относится к категории Тримурти. Это значит, не Бог судил человека и вынес ему приговор. Сама душа человека судит себя в этом физическом теле, осознавая свою ошибку, и предстает, чтобы уйти. Эта душа должна уйти так. Поэтому Ревати – это последний суд и окончательный приговор. Одним из лучших средств для Ревати является наличие аквариума с рыбками в доме, особенно в северном или северо-восточном направлении гостиной. Аквариум с рыбками, в котором течет рециркуляция воды с живой материей внутри, становится общей удачей для всех. Естественным образом, отправляясь к океану, занимаясь серфингом, можно получить исцеление в процессе. Погружаясь в состояние потока, в
которое может сходить человек, чтобы излечить многие заболевания. Цветок королевский жасмин, жемчуг и поклонение Шиве благоприятно для ревати. Профессии. Профессии связаны с религиозными учреждениями. Психологи, прорицатели, часовщики, актеры, музыканты, комики, добытчики жемчуга, морская индустрия, специалисты по безопасности движения, бойцы смешанных единоборств, бизнесмены, менеджеры. 4 пады ревати. Стрелец. Человек многое приобрел в прошлой жизни. Зрелая душа обладает мудростью и оптимистичностью. Желания будут исполнены. Относясь с уважением к своим учителям, получит духовные знания. Козерог. Человек сверхэмоциональный. Возможно, не захочет иметь дело с мирскими вещами, так как будет стремиться к эмоциональному комфорту, не ориентирован на карьеру или столкнется с некоторыми проблемами в своей карьере. В прошлой жизни человек был очень сосредоточен на карьере, и у него не было времени на свою семью, близких, поэтому в этой жизни он может хотеть эмоционального удовлетворения и любви. Водолей. Человеку придется иметь дело с людьми, с обществом, что-то сделать для людей и выразить себя на публике. Рыбы. Человек в прошлом делал хорошую карму. Он очень духовный. Если в этой жизни человек научится использовать свой талант, свои навыки правильным образом, то может достичь великих вещей.